Какой? Папа, Чё? папа, папа, алло. Папа, папа, Papa tuota anu. Cocok kosmetik. Papa. Очуть. Очуть. Космат. Любит我， Что посмотреть мы? 怎么又变王八哟？怎么哟？Мою тут мою Окей. Так. Плутоний опять разъебался. Привет, Гудзон. Так. Так. Живу. Да. Утиноты. Ча. Какие-то теперь. Иди по себе. Судьи. Ошибили, да. Окей, мама-то.
Собі то паста на бігінери тільки я поїкину. Ну, вроде потихоньку прихожу в норму, да. Потихоньку прихожу в норму. Ща. Подожди. Где-то теперь, ну, типа того, да, на самом деле. Ну, типа, единственным моим грехом это, скорее всего, будет кола. Либо какие-нибудь такие, типа, знаешь, около сладкие напитки. Но пить убер напитки мне, ну, реально стрёмно, просто стрёмно, типа, ну, боюсь, тупо боюсь. Не надо колы. Найди заменитель какой-нибудь. Ну, это тоже там, да, надо бы что-нибудь такое найти. Не, ну типа есть что-то вроде заменителя. Это вот что-то типа морса, короче, такие штуки есть. Так, ща. Так, окей. Ага. Ну чё, давайте. А чё там заново начался? Интересно. Окей. Так, ну чё, всем привет. Потихоньку прихожу в норму. Ну, блин, короче, стараюсь о плохом не думать. Просто, типа, болячки, да, есть, типа, но, надеюсь, не серьезные. Было бы серьезно, я думаю, я бы уже давно об этом понял. Ну, возможно, да, типа, чисто переедание. Потому что я точно переедал в тот день. И... ну, как-то так. Я тогда... да, 2 сэндвича с тунцом, спагетти, 2 куска курицы, салатик, еще плюс 4 куска хлеба. Ну, это пизда. Короче, я жестко переел, да. Короче, в общем, я тупо переел. Ну, как бы то ни было, желчь в желудке была, и это, блядь, сигнал дало, конечно, серьезный. Тут я чисто все на свете понял, как у меня в дальнейшем жизни пойдет. Да. Че сейчас ешь? Супчики чисто. Что-нибудь такое вареное. Ну, жена в основном готовит. Что-то такое. Ага. Так. Ага. Нормально. Батя вообще желудок вырезали нахуй, учился есть, да, ну, офигеть. Блин, это серьезно. Да. Я уж уверен, что для него это было непривычно. Я думаю, для кого угодно будет непривычно. Ёп. Желудок урезали, офигеть.
И типа ему кусок желудка вырезали, и потом типа зашили, или им чисто начисто желудок вырезали. Ну, блин, как это вообще? Офигеть. Охереть можно. Да тут уж любой офигеет. Военный человек. Враг. Понял тогда. Ну вот я этого тоже боюсь. Говорят, высока вероятность того, что... Ну интернет хули. Куда же без этого, блять? Говорит, высока вероятность. А ты столкнешься с этим. Меньше учат. Ну, я тогда прочитал один разок и чисто все. Ну, я типа такой. Блин. А, так, тренировщика надо включить. Тренировщик. Так. Ну, с одной стороны-то оно хорошо, что ты читаешь. То есть, ну, страх как бы отличный стимул дает тебе, ну, побеспокоиться о себе. Если бы не это, то, блин, хуй его знает. Я бы даже лекарства не нашел бы, там прочее, не побеспокоился бы о таких вещах. Понимаешь? А тут я тупо, ну, взял и как в жопу ужаленный побежал. Узнавать что да как, там прочее. Все. Так. С одной стороны, вот реально хорошо, что оно есть. Вот этот вот весь интернет, который тебя пугает тем. Так, сейчас. Мне кажется, у меня опять чата нет на экране, да? Угу. Классика. Ну да, там, ну, вообще, типа, как бы, всякого такого много. Благо, есть другие пользователи интернета. Ну, типа, просто заходишь в телеграм-группу. Такой скидываешь это, ну, и никто не остался равнодушным. Практически. Ну, то есть, чел, прям у которого была такая же проблема, ну, взял и написал мне, говорит, вот это вот пей. Ну, прям один в один, как у тебя было и так далее. Ну, вот просто реально займись собой, все будет окей. И главное, ты это... Не стрессуй. Такое. Ну, короче, там так, да. Ну да, да. Ну, типа, реально тупо правда, просто. Да. Много еды влезает зараз. Ну, блин, да, на самом деле надо потихонечку в топочку-то кидать пищу. А то, ну, блин, прям как-то это... Так. Сейчас YouTube. Так, заново.
А, зараза. Это я совсем... Ну ладно. Надо поскорее бы вот в эту всю тему спидрановскую вливаться нормально. Ну, то есть регулярно подрубать. Не знаю, что-то прям такая безумная тяга у меня появилась взять первое место в этой теме всей. По спидрану этой игры. Конечно, надежды тут мало на то, что я первое место возьму. Но хотя бы там одного русского обойти, который прошел игру за 18 минут. Ну вот стоит... Да, типа, надо. На спидране зарегали, да, 40 минут зарегали. То есть я официальный спидранер, по сути. Есть такая тема. Есть такая тема. 40 минут, правда, но, короче, надо результат меньше 30 минут, потому что там уже лучшие эти спидранеры, ну, точнее, там уже топ 250, короче, появилось, и там, ну, начинается, точнее, заканчивается до 30 минут. Да, спасибо, Гудзон. Ну, в общем, сейчас вот реально все вот в этой вот гонке участвуют, как бы то ни было. Будем отучивать потихоньку, нормально. Точнее, изучать, учить, не отучивать. Отучивать это наоборот, насколько я понимаю. Блин. Я вот видел тот спидран, который вот Distortion 2 сделал за 16 минут, насколько я понимаю. 16 минут 58 секунд эту игру прошел. И в общем-то реально выполнимая тема, типа, ну, нормально. То есть просто мне надо, как бы это сказать, сделать чуть лучше, чем он, и все. Там в некоторых моментах он, было дело, подтягивался, когда не надо, и там прочее. Нашел тебя. Нашел, да, реально? А, круто. Это вот во время гонки было, да? 501 место стало, да? А, блин, охереть. 501 место. Черт. 501. А было 450 или типа того. Вдумайтесь, как много народу влилось в эту тему. Охереть можно. Ну 500 это не круто. Будем врываться потихоньку в топы. Вот, уже чуть лучше делаем медали. В конце как будто дрочишь на результат. Да. Туалет хочешь, дергаешься. Да потом вообще жопа. Ну то есть реально, то есть я когда вот заливал этот результат, когда, ну... Я понимаю, почему спидранеры вообще болеют к этой теме, все спидранисты. То есть когда ты начинаешь эту всю тему, ты уже в гонке, ты просто в гонке. Ты просто уже все, в азарт вошел. Ты такой, черт побери, блин, какой-то мудак сделал лучше меня, охереть можно. Да я могу лучше. Он здесь обосрался, здесь я хорош, типа, и так далее, короче. И все, понеслась. И так просто один за, ну, за этим... Раз за разом вот это все, ну, как снежный ком просто. Один челлендж за другим, короче. И Distortion, он такой, я уверен. Он просто, ну, живет этим дерьмом. Он же, насколько я понимаю, ну, это его не первая, так сказать, езда.
Уже в который раз он этим занимается, насколько я понимаю. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. Блин. Нормально. Блин, очень много подтягиваний. Круто ты ворвался. Ну как? Нормально. Нормально. То есть я бы не сказал, что прям жестко, типа, но ну, нормально. Вот ты посмотри, там не вот тикни. А тикни, начни что на хуй побыть. Папа. А, Папа. масинятя. Я. Папа. Вот ты посмотри. The unknown is frightening. Папа. А, ты нога масині бара, ага. Папа. Папа. Такой. Черт. Вот тут надо перекат сделать. По-хорошему. А, фак. Ну как так-то? Блин, вот этот момент нормально бы все вот это вот начать. Короче, мои проблемы это чисто вот эта вот начальная тема. Давай, давай. I'm sure we'll make it. I wonder what Еще часик. Часик работает. awaits us Понятно. frightening. Потом ведьма. Ты там где остановился в ведьмаке это? Охереть может. А, ты его сносил, что ли? Ядрить. Когда я думал, что я завязал, он опять затягивает меня обратно. Или как и там было-то в этом крестном отце. Еще вот эту тему пародировал этот чел Папа. из клана Сопрано. А, Папа. угу. Папа. Мама. Ну теперь вроде контролирую Балинский. Своего внутреннего задрота. И вы так думаете? Пока не прижмет. Пока вы не окажетесь в 5 утра перед монитором. Ну вот оно. Да, впереди выходные. Ну вот он. Страшный дракон, с которым предстоит сражаться. Ну вообще заводить утром, днем, не знаю, попивая чаек, не спеша, так. Давно уже не было в 5 утра. Где Машин, кстати? Не знаю, что-то перестал заходить. Ну просто занят, наверное, сильно. Да и чё типа? У меня ничего совершенно интересного нового не происходит все равно. Ну как бы это понимать, и, наверное, не заходит что. Ну блин, господи. Может летом чуть. Ну конечно. Лето, ёшкин кот. Папа. Мама. Ну ты машина лера, ты машина лера там ларбакуна. Манна ухамана пешком тахан. Папа. Да камон, почему ты не можешь просто подняться Мама. с девчонками, да. С иллюминатами, рептилоидами. Это не старый. Да. Ну, он, типа, по-моему, 25 лет плюс около 30, мне кажется.
но не моложе 25. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. До 27, да, где-то. Ну да, что-то типа того, да, что-то в этом роде. Блин, вот он, вот этот прыжок. Почти идеально выполнил всю эту тему. Нормально. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. Папа. Вот. Честно сказать, теперь для меня вот эта вот игра, она, ну, очередной гештальт прям представляет для меня. Пока не набью нормальный рекорд, не успокоюсь уже, как будто бы. Это кошмар какой-то, просто честно. Ну, типа... Надо бы раз навсегда разобраться с этим дерьмом. Нормальный результат набить. В идеале, конечно, первое место, VR взять. Ну, по сути, вот просто представь, VR берешь в этой игре, и все. Ну, типа, считай, там, все тебя уже хотя бы в СНГ знают. Да. Ну да, первое место. Я вот заходил там на лучшего в России, вот, спидранер по этой игре, Shade 1, у него никнейм. И там, короче, к нему зашли там всякие популярные эти там блогеры, ютуберы, типа такие, давай вперед, за Россию, там все это вот. Короче, такие типа, заводи стрим, давай, там вот это вот. Хотим видеть нашего чемпиона, что-то в этом роде, короче, там дерьмо творится. Я такой, блин, смотрю на это и думаю, ёп твою мать, вот же оно. Вот что мне нужно, по сути. Возьму первое место и считай все. Это реально шанс. No. Ну ты знаешь, как это улучшить результат на 10 секунд в первых местах на трудозатратам просто. Ну, это конечно, это безусловно. Но рано или поздно это случится. Если все время кидать цель, ну точнее кидать копье в цель, то рано или поздно попадем в центр. Как говорится. В один день мы добьемся его. Просто вопрос лишь в том, как долго это все будет происходить. Но я типа хочу быстро это все сделать. Естественно. Без особого этого фанатизма и так далее. Просто берем и делаем. Очень посматка маленький. Вот мне еще завтра надо будет утром встать рано. Прям сесть за комп, изучить кое-какой материал по QA-инжинирингу. Типа тестера, короче. Возможно, есть какой-то небольшой шанс устроиться на работу в компанию одну по мобильным играм тестером. Если все получится, это вообще будет шоколадно. Я тогда и, могу жить здесь нормально. И здоровьем заняться, и так далее. В общем, супер мотивация появилась. Fuck.
ну что ты будешь делать? А, ясно. Плюс 150 подтягиваний. Да, работа нужна. Ну, да. Ну, еще по фрилансу там, типа, тем как нормально вырисовывается, как мне кажется. То есть, вот у меня с другом там, короче, общий, типа, такой бизнес-план, типа, есть на сайте Upwork. Типа, я делаю работу, он говорит с клиентами. Ну, типа, так, по идее, все работает, но пока как-то не особо идет. Ну, как бы вложился в это дело, там $75 в это дело вложил, там коннекты. Короче, там есть типа своя валюта вот в этом сайте. Коннекты называется. С помощью этих коннектов ты подкидываешь, типа, грубо говоря, свою кандидатуру на ту или иную работу. Тяжело будет в тебя искать. Ну да, конечно, только удаленно. О чем речь? Типа вообще Unreal какой-то, ну. Здесь физическую какую-то работу получить. Ну, при том, что здесь как бы всю работу как бы только местные же получают, по сути. Ну, то есть как? То есть, если ты здесь открыл какой-то, ну, как называется, какое-то дело, то обязан взять в работу только местных. Там иностранцев, ну, нежелательно. Только если какая-то крупная компания, там типа вроде, ну, какой-нибудь IT-компания, вот они могут, конечно, взять, и там, ну, такая типа тема. Ну да, почти, ну это, конечно, ну, понятное дело, там все, ну, зачем это все делается. Ну, как-то ВВП страны-то надо держать в тонусе нормально. Чтоб еще, как бы, безработица, не дай бог, не скакнула и так далее. Это все понятно. Ну и в таких условиях как-то приходится, да, свое место искать в чужой стране. Да что ты, говна кусок, подожди. Погоди, только. Типа я так подбегаю. Ага. Потом вот так. Я понял. Так что только удаленно. Я надеюсь, все получится. Я прям реально как будто бы к экзамену какому-то готовлюсь. В понедельник там, не знаю, ну, короче, возможно, что-то будет в понедельник. Не знаю точно, прям сразу же в понедельник там будет собеседование. Ну, ясное дело, в зуме или нет, но, короче, твою мать, как... Да почему ты сразу так лезешь, а тогда ты нормально лез? То есть прыгал на месте. Ну, в общем, надо будет материальчик заучить нормально. Иначе я обосрусь. И меня не возьмут. Год назад тоже сначала нуля начинал. Вообще 0 было финансов. Год назад. Ну, жестко. Я понимаю. На выпить занимал, но это уж, конечно, жестко. Да, жестко. Не, ну одному, хотя с одной стороны,
Не представляю, каково это одному, блин, в такой темой жить. Когда, ну, ноль финансов, там, прочее. Ну, типа одному. У меня, благо, там жена, там, дети. Ну, то есть какая-то такая, типа, знаешь, ну, в психологическом плане какой-то такой спасательный круг. Привет, Гога. А ну, когда ты один, и ты, ну, понимаешь, что пиздец, надо искать выходы, там, прочее. Типа, ну, жестко, как бы там, низкая самооценка в плане, ну, мало уверенности в том, что ты, ну, будешь способен, там, обеспечить себе, там, прочее. Пиздец, короче, полный. Жестко было, когда мне мать не занималась, сказала, что я бухальник, пошел в микрофинансы, мне дали 5000. Грустно снова представляю. Жесть. Да. Ну, это немного, конечно, типа оскорбительно, да? Ну, то есть, тебе все время звонят, типа, всякие разные банки, тебе предлагают тебе сраный кредит, и ты такой, ну, блядь, ладно, пойду. А потом они такие, о, извините, что-то нет, не можем дать. Че? Такой думаешь, блядь, сами звали, теперь еще отказывать. Спасибо, блядь, за потраченное время, нахуй. Да. От брата. Блин, классно. Классно. Круто. Блин. Да. Кайфово, когда кто-то есть у тебя за спиной. Ну, в плане. Да, он давно вернул, уверен. Господи. Эх. Шуточки от Гоги, да. Да. Ну, вообще, я уверен, типа, это, ну, безвозмездная была, типа, тема в плане того, что 5000 отдал. Ну, это же брат родной. Ну, он старый, Гога. Он старше тебя даже будет. Да, это Гога пишет. Вернул, конечно. Ну, я, типа, я думаю, что он тебе так закинул чисто. Ну. Гога, ты о чем, блядь, о прошлом рассказывает? Как однажды он был без денег и пиздец вообще творился. А ты его за это типа укорить решил, что ли? Ты че? Блядь, Гога, ну ты ему даешь. Занимал. Да. По чьей вине? Кто бухал? Да и суммы там были 500 или 1000 рублей. Жать ничего было. Да, это жестко. А сейчас... Блин. А как в IT-сферу-то ворвался? Вот что мне интересно. Сейчас ЦЗП уже больше 100 тысяч, наверное. Ну, обычно же так у них. Ну, там же все в долларах исчисляется. Военные пришли забрать с института. Военные.
А, ты же что-то рассказывал, что типа... Да, что-то там... Типа с военной службы, то там типа же началась вот эта вот тема айтишная. Да. Гога-мажор масли ему не понятно. Ну, он так, не знаю даже. Он такой частенько тактичный бывает. Так-то я уверен, типа, мужик нормальный. Ну, в плане человек вообще хороший. Но, блин, я поймешь, иногда несет такую чушь. Трэш-толкинг, знаешь, на ЧСВ обычное. Возможно. Блин. Чушь. Ну, просто человек рассказывает о своем прошлом, Гога. О том, как у него однажды не было денег, а ты сразу... док, верни там, что у мамы тоже занимала. Вот это вот все. Ну, чисто, знаешь, типа, чувака там, типа, принизить, унизить, и вот, как будто вот ты стараешься вот самоутвердиться, ну, странно, типа, чел. Странно, просто, ну, не надо так. У нас же тут, типа, ровное нормальное общение идет, просто о том, ну, делимся историями из жизни. А ты, ну, вдруг начал работать, не пробовал подработать. Блять, Гога, ну, ёпта. Мне как раз таки все сейчас заебись. Он просто говорит, что у него однажды денег не было. Типа, у меня тоже сейчас денег нету. И он говорит просто, блин, дело, у меня вообще 0 финансов было, типа, и тому прочее. А у него сейчас дохуя денег. Гога, будь уверен, у Гудзона нормально денег. Ну, то есть, тут уж в плане того, что, типа, ну... Кто беднее, кто богаче, типа, если хочешь посоревноваться с ним, то, ну... Не знаю. Вот сейчас ты несешь. А ты к чему тогда вот стараешься, типа, вот, а чё он работать не пробовал, подработать? А к чему-то вот это вот все? Ну, не знаю. Ну, к чему просто? Зачем стараешься, типа, ну, не знаю, на ровном месте человека принизить? Ну, к чему просто? Чушь соревноваться. Ну ты на фоне такого человека, конечно, будешь, типа, хорош. Ну а к чему вот говорить, типа, то, что вот такие вещи были? Ну, по крайней мере, с той версией Гоги, которая вот был без денег, который бухал, который был в депрессии, который занимал денег. Да, но на его фоне ты будешь лучше. Но с нынешним Гудзоном, ну, типа... Ну, в плане хотя бы как... Я не знаю. Ну, по крайней мере, Гудзон такой, типа, херни не несет в плане того, что когда один человек рассказывает свою историю, там, о том, что у него не было денег, и вдруг врываешься, типа, говорит там, типа, я даже у матери деньги брал, а кто виноват, кто бухал, что даже работать не пробовал, а подработки там, ну ебать, пиздец. Да, угу. Да, посмотрите на него. Пиздец. Жесть, он плох, конечно. А я ебать. Красавец, тот еще. Ну я же его не обвиняю, просто другого пути не было, что ли. Ну просто бывает у человека, типа, знаешь. Ну чё.
Так уж у него тогда было, господи. Он же не член сосал, блин, в конце концов. Ебаный в рот. Ради денег на бухло, ну. Ебаный в рот. Другого пути не было. Ну, ты так сказал, конечно. Гнилой? Я? Ну, это твои слова. Не-не, член не сосал. Ну, ясное дело, не сосал, но просто Гога так реагирует, как будто пиздец. Ты там ебать. Такие вещи творил. Другого пути не было, подработать, там все дела. Я удивлен, что Гога еще про меня такие вещи не пишет здесь. Ну, типа, чисто вот мне, ну, обхуесосить меня что-то, ну, не заходит. Там все куда. Ну, давай. Если душу, Гога, ну ты же каждый раз хочешь сказать мне об этом, когда заходишь сюда. А то вечно ты заходишь, типа, привет, пока, привет, пока. Когда вернешься? Когда вернешься? Блин. Ты чё, Патрик, что ли? Ебать. Чё, когда вернешься? Патрик, да? Ну, какой ты Патрик, нахуй. Ёб куда-то, блядь. Ну, дело не ожидал тебя. Гнилой, блядь. За родину умирать, детей сиротами оставлять не может. Ебать ты нахуй гнилой. Ёбаный в рот. Съёб нахуй. А вот я, ебать, остался нахуй. Да, потому что, бля, могу нахуй. Гуга! Да уж. Бред какой-то, не возвращайся лучше. Фу, звучит как угроза, блядь. Не, ну если надо, я вернусь. Ну то есть, если уж прям сильно здесь прижмет и ничего не выгорит, не получится, вернусь, блядь. Гога сейчас в типично белом плаще. Ну просто, не знаю, почему он так решил. Тут ну, такой разговор совершенно тупой, токсичный, конфликтный решил вести. Не знаю. Ну, такое ощущение реально, просто он как будто пытался самоутвердиться на твоем фоне. Не знаю, какой ты человек вообще на самом-то деле есть. Просто взял и такой начал. Ну уж извини, блять. Ты сам знаешь, ну, какой я человек в плане того, что... Ну, правых я поддержу, а неправых я обсмею и просто, ну, скажу как есть, вот, ну, просто на ровном месте. Начал человека ни с того ни с сего хуесосить, грубо говоря, просто. Ну, типа, блядь, что ты хотел? Какого, типа, моей реакции ожидал? Типа то, что, ну, блядь, конечно, я тебе, бля, благодарен за то, что ты мне донатил и там прочее, и все дела. Я вот это никогда не забуду, но вот просто на ровном месте вот так вот хуесосить просто, ну, других людей, ну, блядь. Что думаешь, из-за того, что ты мне, ну, как-то вот по-доброму относился, я буду, ну, молчать из-за... Или что? Странно очень. Еще называешь меня гнилым после этого. Ну, перестань. Хуесосить где? Ну, в смысле, мне что, логи поднимать? Ну ладно, сначала ты начал шутки, благодарен, верни долг. Потом начал такой, знаешь, типа, идти вот по этой теме. Гудзон, какого года рождения там? И маму просил деньги. А по чьей вине? Кто бухал? Потом, ладно, молчу. И там уже я, конечно, начал говорить, мол, типа, блядь, что ты, Гога, бред несешь. Потом ты здесь на Твиче начал жесткую тему свою, как всегда. Так, что там? Блин, Джулус, чушь. А он работать не пробовал? Подработать там. У меня тоже денег не было. Вот сейчас ты чушь несешь. Чушь соревноваться. Ты что хочешь сказать? Я ж его не обвиняю, просто другого пути не было, что ли? Потом меня гнилым обозвал, сам съеб куда-то. Короче, блин, Гога, ты понимаешь, что ты какую-то хуйню нес. Просто не хочешь это признавать, потому что, ну, гордости дохуя. Я это пойму. Можешь ничего не говорить.
Люблю такое, зачем бухал. Ну да. Oh, don't look up. You need to get to the top. I'm sure Да уж. А если не бухает, то типа вопрос. your big sister Ты чё, почему не бухаешь? is frightening. Какой-то, блин, к тебе доверия нет. Блин, не бухаешь? Серьезно? Вот за ним надо приглядывать. Это же где-то такая тема была. То ли какая-то типа в плане работы с коллегами типа штука. Если он с нами в корпоратив не идет бухать, то, блядь, ясное дело, он стукач или что-то там вроде, или крыса. Если чел не, ну, не бухает. А если бухнул? Ебать, ты зачем бухал? Бля, другого пути не было. Блин, братан, конечно, тут, блядь, ты... The unknown is frightening. Да, привет, Саня, кстати. Здорово. Прежде чем осуждать кого-то, возьми его обувь и пройди его путь. Ну, глубоко. А кто это сказал? Звучит как явно чья-то цитата. ХЗ. Ну, значит, просто печаталась в памяти от кого-то. Буддист. Очень похоже на буддиста, ага. Очень похоже на буддистскую тему. М. I'm sure you'll make it. I wonder what a big sister. The unknown is frightening. Я вот максимально сейчас сконцентрировался не сказать хуйню, в плане того, что вот типа вот под спидранами вот разговоры всегда такие интересные выходят, типа, ну как будто бы. Я боялся не сказать, типа, под спидами. Типа, знаешь. Опа, нормально. Да, блин. Вот тут проблемка. Да уж. Oh, don't look up. You need to get to the top. Ну, кстати, много таких отвалилось I wonder what по моему каналу людей, которые вот так вот, типа, ну... Не знаю, просто на ровном месте начинали вот как-то токсично относиться к другим людям. Блин, забыл его имя. Там... Сука. Ну, тоже из Якутска был парень. Тоже донатил. Кобра Кит. Не-не-не. Не. Просто я его лично знаю. И поэтому я знаю, какой он. I'm sure you'll make it. I wonder what a big sister. И по крайней мере, вот за ним я не наблюдал такой хуйни, как чтоб просто вот так вот прям в открытый хуесосить человека, блядь. Просто с нихуя. Ну, то есть он, блядь, ну тупо не... Они друг другом даже по сути не знакомы. Просто человека не знает. Берет и хуесосит его за то, что он... Ну, просто из вырванного контекста, типа, слова, типа... Было дело, бухал, не было денег, там, типа... Депрессия, вся херня. Он такой... А кто бухал, кто виноват, блядь? Подработки нахуй, блядь. Ты чё, даже у матери деньги занимал? Ебать. Ел. Уф. Уф. Да, это сильно. Это сильно. Типа, оба-на, мой клиент. Вот над ним я сейчас как следует нахуй. Поугараю нахуй. Да. Ладно бы еще поделал, я 17 лет живу отдельно от родителей и деньгами помогал всегда. Вперед был бы такой полгода. Не. Oh, don't look up. Не. To get to the top. Естественно, он отфоловился, отписался, Sister. добавил меня в черный список. Да ж. Чувствую, Гога, он такой злопамятный человек. Очень... Да, это случилось бы рано или поздно. Ну, я тоже чувствовал эту тему. Он каждый раз заходил и такой, блядь, типа, нахуй.
Вот прям чувствовал, блин. Просто заходил, привет. Я такой, типа, о, дорога, что, как дела там, прочее. Молчал, блядь, молчал. А потом просто уходил. Иногда заходил, что-то там перекидывался по какой-то общей теме, в которой, ну, идется разговор. Потом пропадал. Там. Опять заходил, привет, там. Ну, короче, прям было явно видно, что он, ну, из зэшников. И прям, ну, ему прям хотелось выговориться по моему поводу. Тут у него прям аж пригара этого вырвалось. Там съеб куда-то, гнилой ты. Пока ты сказал, что просто приветствую. И уходит. Как бы. Не, ну он просто долгое время так делал. Ну, он явно хотел, типа, начать этот разговор. Ну там какое я хуйло. Да. Ну то есть человек, ну, сложная штука, конечно. Вот просто вспоминай, как я с ним виделся в реале. Он мне свои наушники отдавал старые, которыми он не пользовался. Ну, там дети, машина, все дела. Прям приехал там встретиться со мной. Отдал мне наушники, там поговорили. Нормальный чел, как бы, да? Ну, блин, хуй его знает. Ну, блядь, вырывается темная сторона у человека в интернетах. Ну да. Ну, то есть... Скажи, потому что субъективно начал видеть что-то, и субъективно сейчас выражаешься. Субъективно? То есть субъективные слова использовать, да? Субъективно. Субъективно. Так. Ну это явно не фактор, что человек в чем-то себя начал проявлять. Скажи просто, что субъективно начал видеть что-то, и субъективно просто объективности мало вообще, просто со стороны полив начался. Странный полив начался. Ну, он этим занялся в первую очередь. Он начал поливать, да, тоже, типа, там, Гудзона, и потом я защиту Гудзона начал поливать его. Он начал говорить с того, что я гнилой. Там съеб куда-то. То есть это он первые слова сказал. А потом я уже сказал, ну давай, выговори, съеб ты, мать. Это давно уже крутится тебя. Видимо, на языке хочешь об этом поговорить, видимо, о том, какой я хуёвый, типа, и съеб, типа, со стороны. Ну, типа, ты понял. Ну, то есть, тут конкретно, вот в этом плане, то есть, ну, не подумай, что я вот, типа, просто так на ровном месте начал, типа, хуесосить за всю эту тему. Он просто, ну, дал существенное, ощутимое, как бы, ну, как бы это сказать, повод, что ли? Ну не могу же я, типа, сидеть молчать, когда вот просто Гудзону на ровном месте, типа, это. Не то чтобы я, типа, как-то ставил кого-то выше, кого-то ниже, но просто тут, ну, явно не по справедливости с нихуя просто человек начал хуесосить. То есть также и я бы, вот, например, если Гудзон... Тот Гудзон не даст соврать, я его начал тоже так же, типа, хуесосить по какой-то одной теме, там, ну, когда я считал себя правым. Я уж не помню от чего. Там с политикой все это было связано. Там пригорело, да. Ну, короче. То есть я никого совершенно не ставлю выше кого-то другого. Да. То есть тут всегда. То есть вот если вот Гудзон начнет на ровном месте просто, ну, нормального человека в чате
который даже вот недавно зашел, только, ну, грубо говоря, скажем. Вчера только подписался. Посылали нахуй друг другу. Ну да, да, посылали. Да, посылали. Да. Забавно даже. Don't look back. We need to get to the top. I'm sure we'll make this there. The unknown is Только факи друг другу не показывали. Fuck you, fuck you. Да. Да ёбаный в рот этот момент. Так, сейчас. Да. Везде всюду отписался. Ну, то есть он этим и занимался какое-то время. Я все равно тебя смотрел аниме. Ну, не всегда, правда. Пропустил Хогвартс. Хогвартс. Ну, Хогвартс такой нормальный был. И... Да. Ну, человеку все хорошо, и так далее. Но надо найти что-нибудь такое. Конфликт какой-то надо найти. Слава богу, был придуман интернет. Ой, там конфликтов ты найдешь сколько угодно. Типа, ну, это вот реально... По-хорошему, это вот реально, как бы, чисто развлечение для людей, у которых нет проблем, по сути. Вот эти вот срачи в интернет, там прочее. Вошел такой чел, такой, и сразу вкидывает какое-то дерьмо, которое взрывается, как только граната в комнате. И начинается нахуй. Ряшеный даже. Ну, типа, да. Да. Я уверен. Там сейчас полночь, наверное. Ну да, да. Абсолютно. Да, Боленский. Блин, этот момент с подъемом по Волгу, это, конечно, интересно. Блин, охереть. Сколько раз ронял свой телефон, никогда не ломался. Однажды уронил его. Точнее, не уронил, я его даже просто кинул на кровать. И, сука, критическое попадание, нахуй, в плане неудачи, в плане падения. То есть он отскочил от кровати как-то и упал в кафельный пол. Именно, сука, левым нижним углом. Какая мразота просто. И теперь там сенсор как-то хуёво работает. Но мне иногда чудит, зараза. Говно полное. Господи. Сколько раз его кидал на кровать, все нормально было. Но тут ему надо было прям отскочить, как только бейсбольный мяч, и хуячиться об косяк. Именно этим левым нижним углом. Сука. Какая отстойная херня. О, черт. Неплохо прыг. Да. Давайте-ка full run попробуем сделать. Прям под музыку улетел нахер просто.
Ну, давайте full run. Хер с ним. Потом просто заприметим, какие косяки были у нас, потом эти косяки будем заучивать. Ну, в плане, блин, ну и дерьмо. Не, с таким стартом так себе. Короче, дракона я пытался заучивать. Удавалось, кстати, на него запрыгнуть, но на крыло запрыгнуть оказывается очень сложно. Короче, проблемы какие сейчас? Вот существенно. Дракон, пропеллер и... Все, я думаю. Там скип, бутылка шампанского вообще изи делается. Там хитрость такая есть техническая. Там надо снизить FPS до 30. Присесть на бутылку, как бы это ни звучало. И тогда срабатывает скип. Ты подлетаешь, потом срабатывает дополнительный рывок в полете, и ты прям сразу оказываешься у конца радужного моста. Очень крутой скип, который надо сделать. Это не баг считали? Ну, его почему-то утвердили, нормально, типа, посчитали. Ну, то есть... Утвержденная тема. Блин. То есть тут даже можно было бы сказать, что дракон не баг, потому что тут уже дело, ну, чисто... зависит от твоей ловкости, так сказать. Микл какие фото идет. Слушай, неплохо, идем. Все, надо бежать до конца. Блин, идиот, конечно, ты все обосрешь одним своим карканьем. Как всегда, как всегда. Вот почему меня тянет всегда сказать, а неплохо идем, блять. А после этого нахер иду просто. Моментально просто. Как будто бы, типа, Лена такая, нихуя нахуял, ну-ка, иди-ка нахуй, блин. Упади-ка разок. Соверши ошибку. Именно после этих слов. Всегда. Я теперь вот не удивлен, почему спидранеры вообще, ну, обычно ебало ходят, когда и бегают. Вообще ни разу не пиздят. Нормально сидят такие, тихо молча. Да. А, сука. Да какого черта? Ладно, это нормально. Просто гриндим. Гриндим это дело. Нормально все будет. Чувствую, мы сегодня какой-то ран сделаем. Жесткий. Ну, то есть быстрее, чем 40 минут
Определенно точно. For sure. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. Мат. У меня тут маленькие мужички ругаются. Мелкий, как всегда, он спать не хочет ночью. Как всегда. И мы лишь бы включаем видосики про машинок на ютубе. Вообще без этого не может. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. Тут к ним даже уже старшие братья начали говорить. Да как, почему ты не зацепился? Да. Блин, вот эти вот сообщения Гоги, они, кстати, на ютубе остались. И там вообще максимально хуёвый разговор, как будто бы. И все адресованное мне, как будто. Там максимально все хуёво выглядит. Типа как будто бы это я бухал, там от армии бегал. Ну ладно, молчу, там вот это вот пиздец какой-то. Ну и стыд и срам, конечно. Тупо насрал и ушел. Какой же урод, а? Твою мать. Пиздец, там хуёво все это выглядит, господи. Надо бы удалить это все на самом деле. Ну там вообще хуёво все выглядит. Реально, просто попробуй зайди на YouTube, там чат вообще жестко дерьмово выглядит. Типа... Благодарен, верни долг, ёпти, типа, блядь, я должен ему еще денег, типа. А потом, ну ладно, он пишет, что ты уже Гудзон какого года рождения. И у мамы просил деньги там. Пиздец, конечно. Тупо, чтобы вы понимали, просто чел вошел и сходу просто с порога начал тут, блядь, просто свое вот это вот дерьмо раскидывать. Чисто насрал и ушел, короче, чел. Чисто насрал. Блять, как это на него похоже, блять. Не лень было человека ощущаться экран читать. Ну да, да. Что означает, что качество позволяет. Кстати, стрим довольно-таки качественный в плане картинки. Такой маленький шрифт читается. Да, обычно нарциссы не так себя ведут. Ну, блять, да. Хуево то, что он знает мой адрес якутский. Я его самолюбие, блять, так-то нахуй. Не в первый раз уже разъебываю. Не.
Ну, я думаю, не настолько же, но надеюсь, надеюсь. Не то чтобы, блядь, на... Хуй его знает, что у него в голове творится у этого человека. Ну, типа, я считаю, что все люди с деньгами, с большими, они довольно-таки опасны. Ну, то есть, зная человеческую природу в том плане, что... Ну, ему много, по сути, не надо, чтобы творить хуйню какую-нибудь из разряда ударить кого-нибудь, из разряда... Ну, не знаю, чисто, знаешь, потешить свое ебаное эго. Так что... Кто его знает? На какие низкие вещи готов человек с деньгами. О, блин, это было хорошо сейчас. Это было довольно-таки хорошо сейчас. Но это было плохо. Ну, фак. Блин, вот как тут бегают-то, я вообще не понимаю. Просто бегают тут на шифте, просто я в ахуе. Как они это делают? Я просто кучу наложил, тебе по 2 газеты накрыл. Ну. Да. Блин, ты серьезно сейчас? Это было супер херово, конечно. Ладно. Наверстаем, наверстаем. Тут, конечно, ясное дело, на VR не рассчитываем, но меньше 30 минут. Winnable. Буду делать сейчас херню по работе уже с чистой совестью, чтобы на выходные уйти. Ну и... Смотри, кстати, что они добавили. Кроватку добавили. Хорошо. Кстати, вот такой вот прыжок мне ни разу не удавался. Сегодня впервые. Эти нудные рельсы теперь скипаются. Прикинь. Ну да, игра же обновлялась. Игру же удаляли из Steam. В плане того, что авторские права, короче, были большие сомнения насчет этого. Типа, есть ли у автора использование на тех или иных там ассетов, там прочее, типа там. Это все легально, типа. А потом он такой взял, видимо, сменил ассеты, поменял все и снова закинул в Steam, и его опять утвердили, и он снова продается в Steam. Да, такие вещи тоже бывают. Ну тут, короче, какая-то такая тема произошла вот в Steam. Короче, там в Америке у них там вот эта вот тема с авторскими правами, она же, блядь, такая душнильная довольно-таки. И очень сильно карается там с теми моментами. И сейчас вот они не особо понимают, как поступать именно вот с этой хуйней, с нейросетью. И они просто-напросто, типа, ну, чтобы особо не париться, решили запретить, ну, контент из нейросети или что-то в этом роде. Ну, как я понял. Короче, они просто решили, типа, такие. Да, блять, возьмем и запретим. А потом они такие, ну,
окей, как бы мы особо-то не запрещаем, но просто хотим нести в ясность то, что, ну, мы хотим, чтобы люди правильно использовали нейросети, чтобы она нормально была интегрирована в наш магазин Steam, и вообще продукты все были, ну, добросовестно использованы в плане авторских прав, что-то в этом роде, короче, там какая-то такая тема, короче. Ну, так, измазюкали чисто. Хер его знает. Ну, чисто как будто бы, ну, мэ. Авторские права, конечно, бардак еще то. Да, вообще бред какой-то. Сам YouTube даже охуевает, не понимает, как это дерьмо работает. То есть алгоритмы YouTube, потому что ну, все автоматически происходит. Просто чел, например, напишет там кавер, да? Ну, сам поет, да? А YouTube такой. Нет, это авторские права. Вы хуйню делаете. Отменить, запретить сразу. Блин, какая хуйня случилась жесткая. Почему? Я прям ровно по центру этого пропеллера же был. Но почему не сработало? Нужно понять, как это дерьмо работает, вообще не понимаю. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. Сейчас, кстати, есть одна игра в Steam, нейросетью. Как это называется? Там, короче, Vigilante или что-то в этом роде. Ну, или нуара. Ты детектив, и ты расследуешь типа убийство. И все NPC, которые там есть, они, ну, базарят с помощью нейросети с тобой. То есть ты можешь прям базарить микрофон, писать в чат, там, то есть, и они будут отвечать It's very hard to make a choice when you don't know where it will lead. свободно, типа. Ну, то есть, ну, чисто такая интересная штука появилась. Ну и я как-то думал его купить, поиграть, но потом глянул. Я уж лучше дождусь более какой-то такой интересный продукт, нежели чем это. И потом глянул, как его стримят другие люди, особенно русские. The unknown is Вообще не смотрят. Вообще не смотрят. Она стоит там типа около 1000 рублей. Я такой подумал, нет, того не стоит. Мне кажется, задумка интересная там. Это очень инновационно, вся херня, но раз уж это никто не смотрит, никому это не интересно, я подумал, ну, нетушки. Почему ты не подпрыгнул, чел? Да, секунду тут, конечно, у меня чисто пошли нахер. Очень плохо пробегаю. О, как так-то? Блин, надо бы не трогать AD клавиши. И чисто вот мышкой вилять влево-вправо, вот на этих трубах. Я видел, как там люди редко используют AD. Очень редко. И то так это ювелирно там жмякают, просто там для конца. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? Что-то камера как-то неправильно стоит, кажется.
Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. Дудук. Да, блин. Oh, don't look up. Нашел багу. О, I'm sure we'll хорош, хорош. I wonder what awaits us there? Ты же типа тестировщик, да, тоже? Как же я долго искал. Ну, типа QA-инженер же, да, типа? Или как? Программист. Не, да? Угу. Oh, don't look up. We need to get to the top. Просто программист. I'm sure we'll make it. Понял. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. Ну, баги, естественно, исправляю время от времени. Тут реально стрёмная была. Критическая такая, да? Повторялся периодически бессистемно. Понял. Самый стрёмный вид бага. А у тебя же еще типа там, ну, как его, Oh, don't look up. софт связан типа с финансами, да, там прочее и так далее. We'll make it. Ну типа это ж пиздец, да, типа. What awaits us there? The unknown is frightening. Да, если так, то это, бля, не система финансов. Ну, короче, там типа точные, четкие цифры должны быть управленческой системы. Понял. Там завод работает. Ебать, охуеть, блин. Ну да, тут, конечно, блин, страшно. То есть тут и убытки серьезно могут быть. Из-за бага, прикинь, просто. We need to get to the top. I'm sure we'll make Блин, много, наверное, таких историй, знаешь, где так, от какого-то бага какой-то пиздец случается. Есть такие? Ебать, ну-ка расскажи что-нибудь. Oh shit, here we go again. It's very hard to make a choice when you don't know where it will lead. Here we go again, да. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. Oh, fuck. На все считается сцена в том числе. Подожди, ну и тогда я понял, типа так. Так вот почему иногда в Steam, например, появляются такие, ну типа игры, которые стоят там 24 рубля и там прочее, какие-нибудь проекты. Там явно какие-то баги тоже там случаются, и просто, ну, Unknown is frightening. насколько это возможно, они быстро с ними справляются. Ну, короче, ну, блядь, это стрёмно, да, действительно. Да, это наша работа. Ну, блядь. Я понял, какого рода там могут быть казусы.
Хм. Ну, гляди-ка. Я уже неплохо в этом месте. It's very hard to make Поднимайся ты choices так when you don't know where it will lead. бодрячком уже. Ах ты мудак тупой. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. А, черт побери. Идри, Альба. Make a choice when you don't know where it will lead. Кстати, надо бы Киберпанк поиграть. Фантом Пейн когда-то же уходит. А Фантом Либерти, точнее, Фантом Пейн. Фантом Пейн это немного другое. И как немного? Это Кадзимыч. Черт, ты глянь на этого парня, как он шустро бегает. Правда, не здесь. Здесь у нас легкая пробежка. Блин, с дерьмом в ушах. Почему так плохо? О боже, я просто все время в жопу засунул. Весь этот замечательный ран на ФВЛе пошел нахер чисто. Чисто на спиральной теме. О боже. Там надо бы найти какой-то оптимальный способ прыгнуть. Скорее всего, надо будет ненадолго остановиться. Спокойно прыгнуть, там все дела. Нет, тут слишком как-то поздно прихожу. 2 минуты это много уже. Минуту 40, минут 50, я думаю, будет приемлемо. I'm sure we'll make it. I Но wonder 2 what awaits минуты us there? и 10 секунд, например, это многовато. Ах ты ублюдок. Ну, неплохо, неплохо. It's very hard to make a choice when you don't know where it will lead. Да, я поймаю. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there?
Да блин, ты чё такой? Не, ну дай-ка еще раз. Я уверен, я могу лучше. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. О, щит. О, черт, хорошо. Вот это вот. Я такого даже на VR спидране не видел, что вот так вот. Четко все получилось. Ну конечно же. Как всегда, накаркал. Блять, пиздец. Как всегда накаркал. Четко накаркал. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. Ай, ёб ты мой. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. It's very hard to make a choice when you don't know where it will lead. Не, полная херня какая-то. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. Не знаю, что-то я подумал. А вдруг, если я подпрыгну на мяч, перекачусь и буду мышить пробел в замедлении, то это даст мне буст прыжок, типа. To the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. Блин, какой же ты чел. It's very hard to make a choice when you don't know where it will lead. Что за говно с этим трубами, боже. Самое нудное место это трубы. Просто трубы говна. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. Ах ты черт.
Ах ты, сука. Мадафак, мадафак. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. Да почему? It's very hard to make a choice when you don't know where it will lead. Хм. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. Таков путь. Ёбаный в рот. Ну ладно. It's very hard to make a choice when you don't know where it will lead. Сука. Черт. Oh, don't look up. Эй! Я таймер не перезапустил. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. Блять. Ну, сука, ну. О, боже. По всем фронтам обосрался. Так. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. Джизас, твою мать. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. Ах ты Как так-то, ну? Че он так упал вообще? Не понимаю. Oh, don't look up. We need to get
Это чел, ты чё? Блин, я как будто пьяным ублюдком играю. Чё он спотыкается как? А, боже. Что за... Спиной такой полетел. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there. The unknown is Привет, Стас. Да, Стас сюжеты. Как бы... Надеюсь, он имеет хэппи-энд. Ну, по крайней мере, сегодня какой-то рекорд поставим. Чисто ПБ какой-нибудь. Но сегодня я уже улучшил результат сильно. В плане бега вот в этом месте. Блин. Но в плане того, что я раньше так не мог подниматься, это точно. А сейчас уже It's very супер hard to хороший в этом. choice when you don't know where it will lead. И как оно, как дела? Да ты мудак. То ли. Нет, ты Стас. Ты нормально. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure Подожди-ка. Надо лекарство принять. Да ё-моё. Чё все разом-то налетело? Ну-то. А, чё? А. Так, еще раз. Да. Нормальный. Oh, don't look up. Ну, в армию берут всякого, я так скажу. I wonder what awaits us Я просто вспоминаю там одного парня в армии. Блин, его явно не должны были пропустить по медкомиссии. Он явно имел недовес. Сильный причем. Это просто был чел-скелет реально. Очень худой. Безумно худой. Мне кажется, он в росте 164 имел вес 50 килограмм или около того. Ужасно худой. Ну ладно бы, если вот чисто телосложение дело было, но так он еще и немного... так как бы сказать, ну, немного в умственном плане, типа, имел кое-какие, типа,
Короче, в общем, когда ты создаешь персонажа в Fallout, ты там и выбираешь же вот эту вот характеристику интеллекта и тому прочее. Вот у него, в общем, он был не на однерке, но 3 точно. Потому что, вспоминаю, такой момент был. Он просто не мог выучить 3 строчки наизусть, которые там спрашивали по обязанностям военнослужащего. Что-то там, типа, вроде того, 4 строчки или около того. Меня сейчас спросишь, не вспомню, конечно, но, в общем, он не мог это дерьмо выучить где-то около недели или 3 дней. Ну, короче, это было очень долго. Мы просто в ахере полном были, в том плане, что из-за него нам пропадало. Причем сильно. Нам приходилось отжиматься, пока он не выучит. То есть, короче, картина какая? Класс. Он стоит, у него спрашивают, он такой, не знаю, не помню. Так, потом весь класс говорят, упор лежа принять, а ты поминай. И так, короче, 3-4 дня. То есть он стоял, мы лежали, упор лежа. Такие вот моменты были. Мы его, конечно, не трогали, ничего не это, но... То есть... Они очень сильно старались сделать так, чтобы мы его ненавидели, типа, знаешь. Ну, эти, типа, офицеры, эти старшины и там прочее, которые вот, типа, главные были. Они очень сильно старались, чтобы мы, типа, ненавидели его. Но мы, блин, ему говорили, типа, блин, выучи, заебал, блядь, пиздец. Там с ним прям реально репетировали, вся херня, типа там. И что самое смешное, он тоже из Якутии был, но русский он. Блин, какой же он худой был. Я вспоминаю, это вот прям реально супер нездорово выглядело. Он был очень худой. Прям нездорово худой. Еще вспоминаю, как мы учили-то маршировать его. Там тоже прилетало нам. Ну как марширует? Левая нога вперед, правая рука назад. А у него левая рука вперед и левая нога вперед. То есть правая нога назад, правая рука. Ну, назад. Ну то есть. Ну это выглядело очень жестко. Ну то есть это прямо. Джентльменская походка. Походка, я иду на разборки. Походка, я солдат. Помню, в детстве с малыми сидели, ржали, как старшина учил солдат. Вышка справа, падать головой налево. Да-да-да. Ну, этого говна нам тоже хватало, я помню. Вот этим уже офицерам угорали. Любили очень сильно. Типа заместитель батальона, только кричал вообще. Любил с собой, сука, ебаные шашки учебные, гранаты таскать. А у нас антитеррор, все в фулл бомбардирование. Говно вот это вот, короче, на тебе там калаш, не калаш. Ебаный стыд. Подъезжает он такой чел на машине, нахуй. Открытым верхом, типа, ну, типа. И такой. Просто, блядь, молча кидает, нахуй, зажженную вот эту вот шашку. И все такие, вспышка! Ну, там, вспышка спереди или там сзади, нахуй. Все такие, ебать. Самое, что ебанутое, это вот, по-моему, типа, практически была как шумовая граната. Не светошумовая, но шумовая, как будто бы. То есть она очень громко бахала.
просто в ахере были. I'm sure we'll make it. I wonder what За один антитеррорное такое типа учение этот мудак успевал выкидывать около 3 таких ебаных гранат. Сука. Как только он появлялся на горизонте, мы такие, ебаный стыд. Ща будьте готовы, ребят. Будет прыжок. Четко давайте команду куда-то. Ну, в случае такого не было, что прям кто-то прыгнул на эту сраную гранату телом своим. Благо. Не, был один момент, когда чел не услышал, не понял, короче, вообще прикола. А граната лежала у него прям под ногами. Все-таки вспышка, слева, справа, там кто как скажет, короче, у кого какое направление. И тот, короче, стоит просто. Глянул под ноги. В какой-то момент он успел прыгнуть, но громко все равно было для него очень сильно. Он прям... такой заорал. Ебать, такой. Тут даже этот офицер не сдержался, заугорал, ебать еще. Бах-ха-ха такой. Ебать. Да. Такие моменты были. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. Жалею, что в армию не попал. Да не, на самом деле нормально. Ну, не, просто вот прикол в чем. Все всегда рассказывают армию весело и хорошо. Типа, блин, было прикольно, было весело, вся хуйня. Нет, блядь. По факту там пиздец хуёво нахуй. Ну, типа, блядь. Это как, типа, если бы весело рассказывать, типа, про тюрьму нахуй. Типа, как ты весело год в тюрьме провел. Ты че, ебанутый нахуй? Не, ничего хорошего вообще. Хуетой чистой занимает. Да, вообще бред полный. Ну, то есть, типа, те люди, которые, типа, слушают эти вот россказни об армии, от своих друзей, там, от кого прочих, там, и так далее, типа, как же, наверное, охуенные, там, прочее. Особенно, когда, типа, ты младше, чем тот, который рассказывает, он старше. Ты такой думаешь, ебать, там прикольно, наверное, да, я обязательно пойду. Нет, блядь, там приходишь нахуй, тупо чисто охуеваешь 24/7, типа, блядь. То есть это чисто жесткий, как бы это сказать, тебя просто из зоны комфорта с такой силой вырывает, что у тебя ногти аж отрываются, грубо говоря. Ложишься спать в 9. Просыпаешься в 6 утра. Обязательно бегаешь как мразь. Потом кушаешь как ненормальный. И ты постоянно, блядь, голодный нахуй. Постоянно не хватает еды этой ебаной. Думаешь, блядь, ты какого хуя нахуй. Я дома мог, типа, вообще целый день не кушать, только вечером поесть. А тут пиздец, у тебя там прямо сжигание калорий с такой, блядь, силой идет, что ты просто в ахуе полный. Я тогда дрыщом был, то есть я 70 килограмм весил. При росте 176. Ну, то есть прям нормально такой худой был. Мне сборов на 2 хотел. На 2 недели, что почувствовать. Сборы. Ну, представляю. Ну, такая себе типа тема. Реально. Полный бред. То есть ты вот реально хочешь не хочешь, но ты начинаешь считать дни, когда ты вернешься домой. Ну ты просто, ну, какая-то вот, ну чисто вот надежда, да, какая-то у тебя поддерживает, то, что ты скоро вернешься на гражданку. Вот чисто надеждой живешь. Бля, скоро я вернусь. Это смешно, конечно, звучит, но это так. Ты чисто надеждой живешь. Бля, скоро вернусь. Ух, столько всего понаделал, ебать. Там реально. Чё тут, какие успехи? Очень хорошо. Ну, в плане того, что прям неплохо пробегаем практически. А, только уехал. А он рассказывал то, что мне вакансию в Elephant Games нашел, там, где Вова Савин работает?
Вовчик работает. Ну вот. Надеюсь, все выгорит стажировка. Ну, не знаю, надеюсь. Ну, может, надо будет написать Вовчику, если, ну... Блин, так-то даже неудобно ему писать по этой теме. Ну, в плане того, что... Ну, только ради этого и стал ему писать, да, типа... Успехов. Ну, да, спасибо. Скачал кое-какие штуки по QA. Надо будет выучить все это дело. Ну, прям реально... Как экзамен начнется. Вот точно не знаю, как все это будет происходить. Он сказал в понедельник, типа, ну, порекомендует меня, там все дела. А я... Ну, то есть, в каком темпе это все произойдет? То есть, резко, раз он сказал, а те сразу со мной свяжутся, или как вообще? Вот об одном жалею, что, блин, как-то написал, как вот Арсен написал. Может, стоило написать правду, что я, типа, ну так, просто чисто сам по себе учился и там прочее. Ну, то есть не имею же я реального опыта в этой теме QA. А там написал я, как будто бы стажировку проходил. Пиздец. Ну, типа... Теперь за базар отвечать надо. Охуеть можно. Да плкс. Плкс? Придобал. Пиздобол получается. Если начал врать, ври до конца. Ну, типа, да, но, блядь, что уж тут делать? Ну, придется, да. Ну, короче, буду говорить там, типа, ну, блядь. Так. Ну, короче, теперь за базары реально надо отвечать. Я кое-какой материал скачал в этой теме. В одной телеграм-канале есть там дохуя литых курсов, там прочим. И там нашел QA от нуля до специалиста. Ну, там, конечно, часы обучения дохуя, типа 250 часов, но хотя бы подготовка к собеседованию, вот это дело заучить, было бы норм. Придумай историю, как ты стажировался. Ну, это изи. То есть, чтобы вы понимали, типа вот эти вот всякие разные тесты по психологии, там прочее, кстати, вот такие тесты вот делают, например, вот в органах МВД и там прочее, и их очень легко обмануть, это пиздос. То есть в том плане, что, например, в один момент, когда я работал в следствии, у меня было настроение полное дерьмо, ну просто пиздец какой-то, ну тупо депрессия, короче. Ну и в общем, просто ставишь социально одобряемые варианты ответов, все в таком духе, знаешь. И я это делал в течение 8 лет, блядь. Какое бы у меня настроение, ну, какие бы у меня там мысли не были, вообще не важно. И тут то же самое, по сути. Ну, то есть придерживаешься всегда одной и той же легенды и там прочее. То есть, ну, это не сложно. Просто сложно будет реальным делом это все, как бы, ну, за это дело как-то отвечать. Вот ты посмотри на как эти какие гоняют дерь как всегда. Ну, скалат, ну, чё, блядь. Вот тиктайн. Так что да. А, Jesus. Блин, вот интересно, какие вопросы могут задать-то на собеседовании.
Давайте я сейчас попробую что-нибудь придумать. Делай как-то в кафе. Тут я вижу чувак с бейджиком от Майтон. Ну, подойду, спрошу. Ты там работаешь? Он такой, да. А я такой, слушай, а я тут хочу геймдев устроиться. Как думаешь, кем я могу туда устроиться? Он такой, ну мы сейчас тестеров набираем. А я такой, опачки, ну а я много игр играю. Заебись, иди к нам. Ну и хорошо, ну и пошли, ну и пошли. Ну мы такие взялись за ручки и в общем, в Майтоне я оказался в стажировке. Да блин, ну как так-то, ёб твою мать. О боже. Какой же ты недалекий прыгун. Фак. На, черт тебя драл. Ванусай. Так. Ой, как. А, ты мать. Теринский ублюдок. Материнский ублюдок. Практически средневековое оскорбление. Бастардом назвал я его. Ну ты, конечно, чел. Вот так вот это и случается. Вот таким образом рекорды не ставятся.
Моя скорость. Ах ты, мать твою. Опачки. Oh, don't look up. Опачки. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. Да, черт бы тебе. Ну, блин, как же я плохо это сделал. Ладно, сейчас будет серьезно, нормально. Сейчас делаем четко и до конца. Постараемся. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits Сегодня us сделать бы there. The бег unknown is frightening. меньше, чем 30 минут. Был бы вообще тупо топ. Меньше 30 минут было бы вообще офигенно. Ну ты куда? Чувак, ну куда, блин? Чё, сука, я как будто на льду. Oh, don't look up. Don't look up. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. Don't look up. Bitch. О, Jesus. Оно, ребята, оно. Блять, сразу же. Блин, почему я люблю так каркать на себя? Блин, просто жесть. Сразу же накаркал говна. Вот это вот. Блин. Ладно, черсим, нормально. It's very hard to make a choice. Не идеально, но нормально. О, трубы говна. Ух, сука, трубы, ненавижу эти трубы. Какой же кривой сантехник все это дерьмо построил, просто жесть. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what Кстати, awaits здесь us раньше there. дождя не было. The unknown is frightening. Да, ёб твою мать. Ага. Угу. Да ёбаный рот. А, ну конечно. Ну ладно, побежали дальше. Чё с ним? It's very hard to make a choice when you don't know where it will lead. Как они это делают? Как? Ну чё, блин, вот
тут чувак просто на спринте вперед бежит нахуй. Ну типа, как он это делает, блядь, я просто не понимаю. Тут реально просто надо водить мышкой, типа, нормально. Вот настолько это реально... Таймер. А, подожди. Так, и заново. Ну, класс. Чувак. Ага. Вот это дерьмище. Ладно. Ладно. О, неплохое время. Конечно. Погоди, а в чем прикол? Угу. Оказывается, 60 FPS мне стояло. А что за херня с FPS, я не понимаю. Вот, 120. What the fuck? А, разраб долбоёб. Понял. Окей. То есть он не может нормально сделать это дело, да? Ну ладно. Ну то есть тут настройки не сохраняется, чтобы вы понимали. 60 FPS опять. В меню 120 было. Вау. Ясно. Разраб на приколе чист. Блин, какая же удача постигла этого разработчика этой игры, если так подумать. У него, конечно, поддержка была хорошая, типа там Беннет Фодик помогал. Но, блин. Хотя бы у Беннета Фоди все настройки работали, сохранялись. А тут, ну, настолько всрато все, что пиздец.
Да, бабок он поимел безумно хорошо. Не пишешь, сколько собрал? Ну, не знаю даже. Пока эту инфу не проверял. Стоило бы. Ну, то есть... Он даже... То ли он, то ли чё, короче, он... Ажиотаж как создал вокруг этой игры. Началась какая-то тема, типа гонок вокруг этой игры. Среди каких-то стримеров. Короче, типа... Разраб там дает первому, кто заспидранит игру, там меньше чем за 2 часа, по-моему, было первый раз. Первый, кто пройдет игру меньше чем за 2 часа, там получит какую-то денежную сумму, там что-то было такое. А потом все начали вот такие вот блогеры, там прочие тоже такие локальные, ну, стримеры, да, какие-то свои локальные такие тоже спидран-гонки устраивают на денежную сумму. Типа, вот, ребят, короче, вот мы собрались, вот среди этих людей, кто первый там доберется до вершины, или там кто пройдет игру меньше, чем за какое-то время, там будет иметь столько-то денег. Конечно, все такие, да, погнали. Гоночка началась. Во всех смыслах. По тем или иным моментам. Вот так вот игра и стала как-то, ну, супер популярной. То есть... Все начиналось с какого-то такого типа момента, что кто-нибудь пройдет игру меньше, чем за 2 часа, а потом пошли спидранеры. Тут уже даже типа такая тема пошла, как... Ну, практически спорт. То есть... Люди прям болеют, например, за своих там каких-нибудь ребят. Там, например, как поддерживали Шейда, там типа русские, там тоже писали ему в чат. Вперед, типа, хорош. Типа, уделай этого американца. Типа, вперед, давай, давай. Типа там. Потом там китайцы побеждают, там China number one, там вот это вот. А потом Distortion побеждает, там опять становится первым, типа China number 2, типа. Ну, короче, да. Какой-то такой, знаешь, ажиотаж и какой-то такой азарт вокруг этой игры существует вот именно в этом плане, как чисто гонка. Именно даже как в спортивном плане. Ну и, блин, да, вот чисто из-за этого как-то вот она вот собрала вокруг себя такие неплохие деньги. Начали люди покупать, пробовать себя. Блин, кстати, давайте-ка посмотрю сейчас, пока не забыл, сколько она стоила. Привет, Никита Барсуков. Да, я на ПК. Она стоила... Я ее покупал за 220 бат. Это получается около 500-600 рублей. Сейчас скидка 154 бат. Это получается где-то 400 рублей он стоит. Я на ПК играю. Привет, Никита. Добро пожаловать на стрим. Собираюсь стать лучшим в России спидранером. Также дать понять, что и среди Саха, из Республики Саха-Якутия, есть спидранеры. Авось подстегну своих земляков заниматься спидранами. Про деньги не пишут. Ну, был такой момент какой-то. На PS она есть? Вряд ли. Ну, может, потом появится, опять же, в каком-нибудь E3 в следующем году покажут, типа. And big announcement, world premiere. Only up on PS5 and Xbox. Да. Блин, такие рофлы с этого ловлю, конечно. Игры, которые выходили, типа, 1000 лет назад, они такие, типа... Мы теперь на PS.
Наверное, коммерческая тайна. Ну, вообще, наверное, да. Ну, хотя, бывает же так, что они публикуют статистику тех или иных продаж по тем или иным играм. Ой, ну почти же. Блин, давайте-ка, короче, вот этот момент заучим. Меня это достало. Где там этот момент? Где этот момент? Pipe Maze. Так. Ага. Короче, It's hard to choose будем начинать отсюда. Надо заучить этот момент. from our mistakes. Блин, почему ты все время нажимай на эту кнопку? Надо заучить трубы. А чё? Установить на ПК, игра особо не требовательная, по-моему. Ну, конечно, с оптимизацией там может поспорить, конечно. Ray, you can always repeat. We learn from our mistakes. Ты откуда, Никит? Не из этого? Не из Якутска? Хотел бы сказать, присоединяйся. К драневскому движению. Ах ты говнюк. But don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. На, G. Да, вот именно поэтому надо заучить это место хорошенечко. Sometimes it's hard to choose the right path, but Видите, какое сложное место. Научусь это место пробегать идеально. Буду супер хорош. Буду мега хорош. И на моем голове появится кепка Томаса Шелби. Сразу стану острым козырьком. sometimes it's hard to choose the right path, but don't be А потом мега насру afraid. также. Repeat. We learn from our mistakes. Как острый козырек. Да блин. Супер мега насрал. Супер мега хорош. Как народ умеет придумать эти мемы, конечно, это пиздец. Максимально пафосно чел идет, думает, ядрить. Вот это я круто сыграл. Sometimes it's hard А интернет берет и супер мега насрал. to learn from our mistakes. Лицо этого актера представили, когда он это увидел. Супер мега насрал. Да, интернет удивительное место. Из всего превратят в шутку. Блин. Можно далеко не ходить, про батискаф шутят уже давно. Даже я эту хуйню успел подготовить. Ну то есть не то чтобы я смеялся над этим, но просто охуевал, честно. Типа, блин, как они могли нахуй. Как дорого-богато умереть, типа, знаешь, это жесть, конечно. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes.
О, блин. Вот так вот надо вертеть мышку, да? Прям четко в одном темпе. Как так люди делают, вообще не понимаю. Эй, куда я? Что-то я перегнул. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. О, боже. Блин, надо, короче, какофония какая-то получается просто. Ну, так-то лучше. Потише сделал игру. А, это уже мое. О, да. О, щищ. Получается? Да, это так работает. Мы сегодня что-то выучили. Мы сегодня что-то узнали. То есть это реально вот так вот просто на одной... Ну, надо очень аккуратно вертеть мышку в одну сторону. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. Да. Короче, все нормально. Ага, все. Погнали. Классный музон, кстати. Ну как же игра называлась? Типа Гулливер или что-то типа того. На денчике была, на NES. Мгм. Тын. The unknown is frightening. Да ёб твою мать. А, как так? Угу.
Так. Да ну ты говно, сука. Почему ты не схватился? О, Флимбли, привет. Здорово. Рад видеть. Здравствуй, здравствуй. Ну, вообще, мой ран 40 минут утвердили на спидранкоме. 501 место. И теперь собираюсь стать первым местом. Вот такие вот у меня охуевшие амбиции, да. Дайте мне пощечину, чтобы я пришел в себя. А вы же не можете, вы далеко. Да. Уважаю. Да. Спасибо. Почти пощечину, правда. А там написано: дай этому парню пощечину. Так, это моя фотка. Надо на землю опускать. Блин, понимаете, да? Понимаете, чувствуете, да? Пахнет, пахнет, пахнет. Ща. Это вина было. Но сегодня надо по-любому какой-нибудь ран сделать безошибочный. Ну, точнее, такое, типа, просто. Чтобы лучше 40 минут было. Ах ты собака. Блин, несмотря на все это дерьмо, я как будто бы неплохо все равно пробежал. Ща, подожди. Рядом тоже вот веркотлет. Ну вообще, да. Ну, я уверен в том, что из Якутска нету вообще, типа, спидранеров. В Якутске все играют PUBG. И Доту, и КС. Хотя разве что... Может, в темных закоулках каких-нибудь там существуют люди, которые реально занимаются спидраном. Но они, блин, настолько неизвестны, непонятны. Ну, я тоже, типа, неизвестный, непонятный. Но я, по крайней мере, стараюсь. Типа, hey, look at me, it's me. Типа такая attention blood. Писал себе в итоге. Да. А, сука. Блин, забыл перекатиться, прикинь.
Это все из-за того, что мне яйцо зачесалось. Ах ты говно. Блин, это долбаные сопли. У тебя за спиной на вебке тоже темно. Кто знает, с какого темного колка ты стоишь? Из темного заколку. Земли. Dark corners of the earth. Есть же такая вьетнамская штука, звезда. Вот типа такой херню помазал. На удачу надел голову Добби. Добби! Winnable! Да блин, говно! Хотя... Блин, вот при всем этом, как будто бы, если так посмотреть, вот прям если следить все время за таймером, есть какое-то понимание того, что ты в принципе в некоторых моментах бежишь нормально. Ну, не так, что прям супер плохо. Это прям очень удобно, если смотреть прям за таймером, следить за ним. Вот это да! Ты просто чел! Почему он не зацепился? О, вы представьте себе вот в конце обосраться как-нибудь вот подобным образом. Это же вообще кошмар, а? Это же дуркануться можно. Не, представьте, какие вот смешные моменты могут быть в этом ране. В спидране. Просто вот буду бежать, и он чел меня не зацепится, я упаду как мразь просто. Это ж просто, ё-моё. О, черт. Да иди-ка ты, чертила, нахер. О, черт, ну конечно. Ладно, насрать. Пойдет. Я беру это. Главное, тут не упади. Вот просто порой хочется вот реально закрыть рот и не открывать его, просто молча бежать. Но как? Ну как молчать в таких моментах? Не, вот реально хочется себя всегда хвалить за хорошие какие-то вот такие маленькие моменты. Но как только я себя хвалю, я совершаю ошибку. Почему он, блин, не схватился, вообще не понимаю, как это работает. Что за отстой? Я прям как из Луни Тюнса мультик засмеялся. Как Вуди нахуй, вот Пекер, сука.
как Вуди Вудпекер. Вот это нормально. Заметьте, я не сказал охуенно или супер хорошо, я сказал нормально. Я, конечно же, за это поплатил. Ментально причем. Ну ёб твою мать, ну чувак, как так-то? Просто как это работает немного, ну не понимаю. А, блин. Ну да перестань. Да не умер он в конце, он ляпа, блять. Ага. Ладно. Ну что за вата? Ну перестань, давай нормально прыгай. О боже, нахуй мой, блядь. И он заделся в Майкла Джексона, стал таким образом. Да блин, ну как так-то? Ну, тут я хотя бы понял, как идеально прыгать на этот маленький этот порожек. На это маленькое перило из бетона. Так, подожди-ка, я хочу кое-что проверить. Я как будто бы могу. Блин, вот. Сейчас, подожди. Тут вначале как будто бы я могу получить небольшой спидбуст. Да куда ты смотришь?
Да ёбаный рот. Почему ты стоишь на месте, блядь? Чё? Но! Ну как ты, сука, так делаешь? Ну, блядь, сука. В таких элементарных вещах стал хуёво прыгать, ну серьезно. М. Бля, сука, ну почему ты не прыгнул? Ну почему? Так. Ну что, реально есть разница? Ты чё, мудак, блядь, заебал нахуй, сука. А, Жизас, почему он не цепляется? Ну реально нажимал, что нормально все было. Ай, я забыл. Да блять-то прыгнет ты-то, блять, нахуй зацепись, сука, твою мать, просто тварина. В чем разница вообще? А, блин. О боже. Ах ты тварь, заебал.
А, ёбаный рот. Ты у нас, сука, спортсмен, блядь, любишь подтягиваться, да? Это реально быстрее делает рано, если ты начинаешь в начале вот прям прыжков. Ну, мне так кажется. Да бля. Сука, ну что ты... Почему игра тормозит? Вот этого я не понимаю. В чем, блядь, дело? Чё за прикол нахуй? Почему ты тормозишь? Нормально все. Окей. Ха, ебаный в рот. Ну, когда медиум попробуем поставить. Да чё ты завис, ты, гандон? А, ты чертогон. А вот это, кстати, замедлило, наоборот, прыжок на кровати. Да ёб твою мать, чувак. Сколько может? Ну сколько можно? Я раньше общался с одним товарищем из Австралии еще в году 2017-18. Он как раз чисто спидранер был. Круто.
Давай панчлайн. Какой панчлайн будет? Умер девственником там, что-нибудь еще. Так он до сих пор стримит только Mirror's Edge, все это время спидранить уже много лет. Ну не собираюсь, конечно, все время играть в одну игру, вот это вот. Не подумай. Ну, не знаю, типа играть только один лишь. Он я. Не. Мне такого не ждет. Ну просто это его выбор, типа, знаешь, это его любимая игра, он играет в нее только. Это как, типа, например, вот Пуф, который играет только танки, типа. А ты представь, уже 2030 год, а ты каждый день играешь в OnlyUp все еще. Ужас, не. Вот за это не бойся за меня. Ну, это вообще не парься. В этом плане нормально. Натуралом останусь. Ну вот Mirror's Edge, он именно первую часть играл. Если он до сих пор играет только первую часть, это странно. Ладно, если бы он каталист ебашил все время. Вот потому что каталист, он такой. Он как раз таки... Хорошо. Он как раз таки заточен под эту тему. Под... Не то что спидранерскую тему, а под эту. Да, но первая считается лучше намного. Это понятно, то есть там она и сюжетная и тому прочее, но вторая, она как будто бы чисто вот именно для того, чтобы, типа, ну, ты занимался именно покорением рекордов, да? То есть там везде и всюду вот эти вот странные таймеры, призраки, типа, других раннеров или твоего рана, типа, быстрее пробежать, все в таком духе. Немного, сука, тупо, конечно, сделали вот эту тему. Не то, что немного, это супер тупо. Вместо того, чтобы дальше развивать эту, ну, прикольную вселенную с таким сюжетом. Я реально ждал, кстати, не меньше, чем, например, как какой-нибудь Portal, там, второй, там, или... Ну, ты понял, короче. Там, что там дальше будет по Mirror's Edge в плане сюжета. Ждал очень. А они высрали в сраный каталист, который как будто бы и сюжетно начинает, но потом ты понимаешь, что это просто онлайн-дрочильня, типа, который все нацелен на то, чтобы, типа, выебнуться, кто лучше пробежал, кто нет. Первая линия, там можно спидранить всю игру прибегом, а вторая часть, она open world, и там наделали кучу дополнительных испытаний отдельных, и всю игру спидранить не так удобно. Я, кстати, Mirror's Edge перепрошел весной, только недавно. Ну, может, я тоже займусь этим. Ну, он такой, блин, супер чилловый, Mirror's Edge. Такая чилл тема. Такая минималистичная. Вообще, ну, во всех аспектах она хороша. Ну, не к чему придраться к этой игре. Ну, именно к первой части. А вторая такая... Типа дрочь, реально. Типа ты играешь ради цифры. Сейчас почему-то такая тема пошла. Именно мода. Игры играются ради цифр, а не ради получения дофамина в плане удовольствия, да? Чисто. Давно уж не было таких игр, в которых, ну, ты получаешь какую-то дозу дофамина. Ну, вот, например, в этой игре, да, получаешь. В этой игре получаешь. Когда ты доходишь до конца, когда ты пробегаешь быстро, когда ты делаешь это красиво, в том плане какие-то скипы выполняешь четкие, и так далее, и так далее, и так далее. А потом, ну, остальные же игры, от тех же юбиков, там прочее, это просто туфтапоны. Но он пострадал от политики. Я, наверное, не тогда насмотрелся на другие игры, на рост Open World Ubisoft игры и заставили сделать похоже на минималистично. А не минималистично. Ну, тупизна полнейшая. Ну, юбики... Ну, крупные компании, в общем, да? Не только юбики.
худшие, вот, например, и Blizzard, но вообще, короче, крупные компании, ну, это просто полный бред. Они, ну, тупо не понимают, что делать, честно говоря. Они уже давно потеряли связь с игроками, если честно. Они видят только цифры. Они чисто вот смотрят по цифрам. Что хорошо, что плохо. Если раньше разработчиками были сами игроки, то сейчас там тупо бизнесмены и коммерсанты ебаные, которые не понимают ничего в играх. В крупных компаниях, по крайней мере. А сами же игроки разраба, да, они находятся на позициях пониже, им приходится слушать, что скажет дядька-бизнесмен, нахуй. К сожалению, это так. Хотелось бы, чтобы, конечно, все было иначе. А, сука. После онляпа надо было бы взяться, знаешь, за что? За Battletoads. Эту мразь надо ёбнуть. Еще один гештальт, который мне надо закрыть. Ну, хочешь делать игры? Тогда нужна большая команда спонсирования. Не, ну тут, конечно, да, но что-то поделать, блядь. Ну, точнее, ничего, чтобы что поделать. Можно что-то поделать. Но не как будто, блядь, в этом, сука, ёбаном... проклятом кругу находятся. И выбраться оттуда не могут. Как будто бы обязан слушать этого чувака. Который, блядь... Ну, типа, смотрит чисто на цифры, типа... В прошлом году хорошо продались, типа, игры с такими-то игровыми элементами. Нам тоже стоит этим говном заняться. И, ну, в общем, воткнуть какие-то трендовые элементы. Например, киберпанк. Да, сейчас надо больше неона, больше каких-то кибернетических аугментированных персонажей. Просто, блин, идиотизм говна. Крупные компании давно уж перестали быть уникальными, они просто делают то, что в тренде, то, что под копирку хорошо, то, что у них хорошо продается. Это вот делают, продолжают. Вот единственное, что сейчас вот случилось, не то чтобы удивительное, скорее даже очевидное. То, что Ubisoft вот решили, типа, якобы вернуться к истокам, но, сука, не удержались все равно. Подумали, наверное, будет слишком душно, если у нас будет, типа, снова еще один Альтаир, как в Assassin's Creed первом часть и второй. Добавили все равно один хуй магии, там, этой вот. Теперь там этот ассасин телепортируется из одного врага в другого, блядь. Чисто, блядь, аниме-персонаж, нахуй. Так, ну, поставим все именитые разрабы уходят из больших компаний, в которых раньше работали. Вот, например, Рафаэль Талантинио. Него это достало, что разработку рулит менеджер, и он ушел. Но там с бюджетом большим он сделал Dishonored, Prey, он сам он дороже Weird West сделал не сможет сам Инди. Не сможет сам Инди. Но пока непонятно, что там за магия такая, посмотрим, когда выйдет, то да, как в Shadow of Mordor. Да, чисто вот именно, да. Я еще думал, типа, где я такое видел? Реально же как Shadow of Mordor. Чисто тема оттуда. Мне кажется, очевидно, все будут сравнивать Assassin's Creed этот и Shadow of Mordor, и наоборот, у Shadow of Mordor подскочит опять же продажи из-за того, что все такие, блядь, нихуя себе. А чё, такая игра есть, что ли? Нифига себе, она крутая. Ну нахуй это Assassin's Creed, нахуй. Глюкианимусы, как обычно, ну... А, они типа так объясняли кое-какие моменты. Когда говорили, что Shadow of Mordor это клон Ассасина. Да.
И снова мы вернулись. Да. Смотрите, кто теперь нас тут копирует. Замкнутый круг. Да. Я уверен, когда выйдет это дерьмище, новое, вот это вот Assassin's, все такие снова посмотрят на Shadow of Mordor и Shadow of War. И такие, ебать, это круто. Просто охуенно. Еще вот эта вот система с этими орками, с их вербовкой, с системой немезиды, когда у тебя заклятый враг появляется среди орков. Бля, это тупо топ. Ты просто становишься просто героем своей вселенной, грубо говоря. У тебя свой собственный главный злодей есть, все в таком духе, знаешь. Мне до сих пор иногда на ютубе выходят всякие рекомендации по этой теме. И я такой смотрю на это, ебать, что-то Shadow of War слишком хорош, надо играть. Надо, сука, играть. Но потом я вспоминаю, какие у меня гештальты незакрытые в плане игры есть на канале. И такой, бля, ну когда-нибудь. Типа там чел такой убивает кого-то или там, например... вот, например, вспомнил один такой момент. Там, короче, орк какой-то у него попался интересный. Он такой странный, блядь. У него лицо такое, типа, я бы даже сказал, милый, что ли, типа, огр здоровый. У него круглое такое лицо, он все время улыбается. И он все время такой... Вот так вот делает. И он ее, короче, ее переманил. Там, типа, воткнул его меч, типа, обратил его на свою сторону. И он такой, все равно ему улыбается и говорит... Такого убивать нельзя. Берешь к себе чисто. У него лицо реально, типа, такое, довольно-таки милое, забавное. Чисто какой-то, знаешь... Забавный персонаж а-ля... Даже не знаю. Я есть Грут. Но более милые, что ли. Ну, такой очень когнитивный эффект создает. Warner Bros., издатели Shadow of War, конечно же, красиво сделали, взяли эту систему на месяц, патентовали, чтобы никто больше из других игр не делал похожую фишку в эволюции. И при этом сами-то больше ни в каких играх они ее не используют. Просто всем запретили, сами не делают. А в Assassin's Creed Odyssey пытались сделать похоже, но там немного слабее с наемниками. Ну а чё, нормально. Ну тут я бы поддержал, типа, Warner Brothers, вот в этом плане, да. С одной стороны, конечно, наверное, плохо, да, типа, мы бы такие интересные игры, наверное, бы увидели. Но с другой стороны, когда вокруг вот всякие разные такие компании, типа, хуёвые, блин, как я бы сказал, такие как Ubisoft, Blizzard и там прочие, которые вот просто, ну просто следуют трендам и там прочее. Они бы с радостью, блядь, взяли бы эту систему немезиды и воткнули бы в любое дерьмо, просто в любое. И просто был бы 50 игр с этой немезис калом. И, конечно же, Warner Bros., ну, это было бы невыгодно. Их не игра, вот Shadow of Mordor и Shadow of War, ну, со временем, возможно, были бы забыты. А так они держатся, ну, в каком-то тонусе нормальном. Но представь, если все начнут патентовать фишки игр, только Remedy может после Max Payne использовать слово «мо». Вот тебе эфир 2015. Не, я сказал бы, что наоборот, как будто бы это бы всех подстегнуло, блять, быть немного, сука, оригинальными. Честно, реально. Мне как будто бы это наоборот хорошо, если все начнут патентовать свое дерьмо. Ты представь, насколько разнообразные игры бы выходили от каждой компании. Каждый был бы хорош в своем дерьме. Ubisoft чисто в своем вот вышка говне с паркуром был бы хорош. И там все остальные тоже типа такие. Я думаю, тогда все бы делали... Был бы совсем... Не, я думаю, что было бы хорошо. Я уверен, что... компании даже в отчаянии стали бы искать
какие-то такие вот варианты в плане. Нам нужны идеи, типа, за хорошую игровую механику идею мы платим там, типа, ну, не знаю, 10 тысяч долларов или там что-то в этом роде, знаешь. По-моему, это даже практически реально существующий вот такой вот, типа, момент уже был. Кто-то такую хуйню творил. Ну, или, по крайней мере, с игровой картой или типа того. Мне, конечно, может, я звучу супер наивно, но мне кажется, это наоборот бы народ подстегнуло бы в этих крупных странных компаниях придумать что-то новое. И, наверное, тут была бы какая-то такая, знаешь, типа, какие-то ограничения были бы, наверное, ну, в плане патента, да? То можно было бы патентовать, что, ну, что нельзя, типа, насколько это, ну, типа, ну, законно в плане того, что насколько это типа, ну, неуебищно. Например, вот есть же какая-то контролирующая сила именно покупку компаний там. Например, вот не дают же, например, Microsoft там вот, слиться там с Blizzard Activision и так далее, там, не знаю, ну, какое-то время. То есть там вот прям какая-то такая типа терка, разборка, вся хуйня, прям суд же идет. Тут такая же тема была бы, но в каких-то более мелких масштабах все равно в этих темах. Я уверен. Так что думаю, что, блин, наоборот, было бы круто. Блин, знаешь что? У тебя нет такого ощущения, что тот город опять наебал? Мне кажется, он наебал немного своим Старфилдом. Что-то мне такое ебаное ощущение появляется. Я, конечно, был под ебейшим впечатлением, когда я видел Starfield Direct. Но, сука, он это делал каждый раз. Когда и Fallout выходил 4, когда и, блин, 3 Fallout выходил. Он делает это каждый раз. Он хорош именно в презентациях во всяких таких там прочих. В чем именно наебал? Ну, в том, что это будет не то чтобы хорошая игра, а в том, что, ну не знаю, она будет типа супер сырое, квесты будет говно. По сути, это будет тот же самый типа Fallout 4. Но не отхваливать свою игру, а нужно просто ожидать Skyrim в космосе. Не, это не будет Skyrim в космосе, это будет реально Fallout 4 в космосе. С кое-какими игровыми механиками из прошлых игр беседки. Ну, блин, хотелось бы, конечно, думать, что это будет хорошая игра, но... Я думаю, я буду охеревать и плеваться, так же, как и в Fallout 4. Ну, пройду это дерьмо, типа. Ну, как всегда, блядь. Вот в этом, блядь, сука, вот тот Говард, ублюдок. Он, как бы то ни было, высирает дерьмо свое, но все равно купят это говно, блядь. Поиграют в это дерьмище. Просто будут плеваться, охуевать, но играть нахуй. Это будет так. Уверен в этом. И этот мудак до сих пор не поменял движок. Вот что еще больше всего палит. Удивительно, удивительно просто. Как он умудряется это делать? До сих пор не поменял движок. Это как ходить, сука, вот
16 лет в одних, сука, нестиранных трусах. Блин, больной ублюдок. Трусы те же, но костюм другой, блин, понимаешь? Вот пахнет нахуй, но выглядишь заебись, конечно. И каждый раз так. Литерали каждая игра у него такая. Чисто чел, блядь. Да ёбаный ты, сукин рот. Ты чё, шутишь, что ли? Блин, как это плохо. О боже. Давай ты мне еще так подпорти все. Ну то есть то же самое, чтобы что и если бы я на лифте поднимался, получилось по времени. Даже хуже. Чутка. Ну ладно, попробуем этот ран до конца пробежать. Ах ты говно. Ну нет, конечно, ну понятно. Да. Беседка же сейчас под Microsoft же, да? Ну вообще как будто бы они под Microsoft похорошели на самом деле. Складывается такое ощущение. Тут Говард как будто даже моложе стал. Не знаю. Хочется надеяться, что это будет хорошая игра. Угу. Не так долго... Так, подожди. Ну как не докрутил ты? Ага, они так долго игры делают, что еще ничего не выпустили с покупки особо. По крайней мере, им дают возможность делать большие одиночные RPG, а не как раньше, нехватка денег заставляет делать Fallout 76. Ну, типа да. Че он там говорил, блин? Че он пизданул? Он что-то в какой-то момент сказал, что типа... Вроде даже на новостной ленте в какой-то выходило, что типа тот Говард обещал, что следующей игрой будет типа Fallout 5. А Skyrim 6. Ребята, которые ждут... Точнее, не Skyrim 6, а Свитки 6. Ебало их представили. Я-то жду Fallout. Мне, по сути, вот реально же насрать на все, кроме Fallout. Но он будет после теста. Ой, сука. Ясно. Урод.
Тваря. После тест-600. Блять. Он конченый нахуй просто. Блять, теперь вот мое ебало, видишь, да какое оно? После тест-6 Fallout 5 он только начнет делать. Бля. Ебать, это же пизда. Я вообще доживу до этого дня? У меня, возможно, язва желудка, нахуй. Ёбаный рот. Я же сдохну к тому моменту, возможно. Пиздец. Я долго не заводил стримы, потому что болел. В один момент я блевал желчью, нахуй. Теперь боюсь, что язва желудка, возможно. Но лечусь и вроде норм. Легчает потихоньку. Т-6 займется полноценно после Старфилда. Фил Спенсер сказал, что Тесс... А, блять, ладно, сейчас подожди, прочитаю. Ебаный в рот. Ясно. Что Флэш только в 28 году начну думать о нем. Только думать, блять. И тот город сказал, что он страдает и думает, что может быть это будет его последняя игра. Бля, если умрешь, то Флэш будет меньше из проблем. Не болей. Ну да. Ну, это так, конечно, типа, утрирую, чисто в комическом ключе все подаю, но тем не менее, блядь, ну это же пиздец. Полочь 5. Так долго ждать. Он выйдет буквально спустя только 10 лет, возможно. Возможно. В лучшем случае через 15 лет. Ебать, просто мой хуй. Блять, и после этого я должен... Ну, точнее, не то чтобы должен. И как я после этого должен относиться к странному, блять, Тодду Говарду? 15. Хорошо. Ой, бля. Охуеть можно. 8. Тест 6 типа 31 году. В 31 году. Ну, хотя, с одной стороны, давай думать о том, что, возможно, скачок в технологии нейронной сети поможет бустануть так-то, ебать, как быстро делать игры. Как тебе такое? А вдруг ублюдок возьмется использовать нейронную сеть в нормальном, типа как-то, ну, в плане генерации там каких-то нормальных вещей. Ну, типа, не знаю, ну, чего угодно. И это будет, ну, типа, существенно бустить скорость разработки игры. У них в команде несколько сотен человек, а Ubisoft последний Assassin там делали несколько тысяч человек. В разработке занималось 5 лет. Они делают параллельно, просто поэтому выходит не так часто. Чего ради? Блин, так много народу. Кал один хуй пилят вообще. Одинаково. Вот мне как-то немного... Даже как-то... Не то чтобы, ну, жалко, наверное, да, ну просто я уверен, у них деньги есть у этих людей, которые работают на Ubisoft. Все у них в этом деле порядке. Но, скорее всего, возможно, типа, у них какая-то вот, типа, проблема в плане того, что они, типа, такие, ну, блять. Вот, короче, так. Идейным людям там очень плохо, я уверен. То есть каким-то таким, знаешь, типа, творчески подтянутым ребятам, которые типа такие, бля, буду делать игру нахуй, типа, десятилетия, бля, начну с Ubisoft, там все дела, тут наберусь опыта. Они там с такой корпоративной душной хуйней сталкиваются, что просто в ахуе полнейшем. Просто типа, ну реально, да, бездушная работа у них там какая-то. Да, ну типа такая. И они просто там, наверное, чахнутые, охуевают. Типа такие думают, блин, тут так стабильно, так хорошо. Буду получать деньги.
Нормально. Может, ну его нахуй, мою мечту. По разработке какой-нибудь хорошей, типа, четкой игры. Какой-то оригинальной идеи. Пожалуй-ка останусь тут. Здесь мило, прикольно. Насру-ка еще одного ассасина на ладошку. Пока наберешься опыта в 2 играх, уже на пенсию пора, да. А, гондонское дерьмо, блять, ненавижу эту ебаную спираль, боже. Да уж. В скором времени, я уверен, должна появиться какая-то еще одна крупная компания. Время уже как будто бы позволяет такой компании появиться. Практически наряду с такими же, как Ubisoft, там прочее. Хотя, с другой стороны, как будто бы невозможно, если подумать. Более-менее успешные там какие-то инди-студии, они и все скупают более крупные компании. Блять, да. Держит жесткую монополию, если так подумать. Да. Хотя вот реально, знаешь, вот как бы не ругали вот CDPR, CD Projekt, вот только на них надежда, я считаю, в плане нормальных игр. Вот там какая-то творческая жилка еще есть. Ебач. Подожди, сейчас упаду. Какой-нибудь момент. Ну, конечно. Сука, ну почему именно... Так, там прям огромный текст. Так, моя любимая студия была BioWare, но потом с ростом масштабов игр все меньше стало индивидуального творчества. Раньше было там 50 человек, и они тесно все делали. А потом стало 600, и люди, дизайнеры, которые раньше в 2 обсуждали, что как делать, стали менеджерами, которые руководят другими 20 людьми, просто дают им заказы. И в итоге 2012 год уже все основатели студии в середине 90 типа Rave, музыка и Грег Защук уже ушли из студии, потом в 2018 вообще все ушли оригинально. Да, с возвращением Гудзон. Полотно. Да, полотно. Ну да. Да. С приходом дохода уходит какая-то творческая жилка у компании, конечно, у студии. Ну, вот реально, просто студия становится компанией, так даже можно сказать. К сожалению. Ах ты, гондонское дерьмище. А старые их игры, супер дешевый Котор, Baldur's Gate, Mass Effect 1. Ну, душевные, ну, типа, ну, Котор, к примеру, да? Вот Котор. Устарела пизда, я вообще не могу его в него играть. Да, там типа есть какая-то такая типа, прикольная тема. Ну, блядь. Я в последнее время в нее пытался поиграть, вообще не мог, но я реально просто засыпал. А в свое время, когда в него играл, был так супер увлечен в эту игру. Он так был охуенно.
Но сейчас я просто нахуй в ней охуеваю. Просто тонные какие-то приступы ловлю. Просто невозможно сейчас в нее играть. И пацаны, переигрываю, просто ты не так сильно любишь жанр РПГ. КРПГ. КРПГ. Каловый РПГ. Ладно, я шучу. Ну типа, блин, не знаю. Вот это вот просто она слишком ММОшная. Она слишком ММОшная. Безумно ММОшная. Как будто бы. Не, квесты местами окей. Там не всегда, но компьютерный РПГ. Не, я наоборот очень даже любил. Ну, то есть в один момент я переиграл все Dragon Age, кроме Инквизиции, мне все понравилось. То есть Neverwinter Nights играл, Sacred, там, блять, че я только не ебашил, нахуй. Pathfinder, кто-то Pathfinder говорю, как его. Landscape Torment, вот. То есть я вот на этой теме, ну, вполне себе да, я люблю играть RPG. Но Котор, блин, черт, он такой... пустой, такой скучный, такой неспешный, такой нединамичный. Ну, такой прям, я не знаю, тягучий. Вот слово тягучий очень хорошо подходит к нему. Там такая тяга-то какая-то прям ощущается безумная. Не, ну да, я то есть Dragon Age 3-то вот играл, но до конца не проходил. А я глянул на Инквизицию и просто охуел с него. Ну то есть это выглядело супер ебануто в плане того, что он слишком огромный для меня показался и так далее. Я в него даже не стал начинать. На котором он, блин, ёб твою мать, какой же он. Ну это просто реально невозможно. Ну, по крайней мере, мне. То есть, мне ж, надо стримить, да, такие вот игры всякие такие. И я уверен в том, что который никто не будет смотреть, потому что все заснут нахуй. То есть, если и будут зрители, это будут типа люди, которые просто заснули на моем стриме. Я в этом 100% уверен. Да и мне сейчас как бы типа не все окей в плане стримов. Ну, я, по крайней мере, что-то пытаюсь сделать, какие-то ивенты проводить, там прочее. Мне сейчас супер плохо в плане стримов. Ну, то есть, буквально один зритель. Буквально один зритель. Или два. Я не знаю сейчас, сколько людей на Твиче смотрят меня. Но вот в которую, я... Ну, просто я буду 100% уверен в том, что если я буду стримить которую, это, блядь... Ну просто никто не будет его смотреть. Как раз которая это была первая игра, которая удачно сделала сочетание западных RPG и JRPG конца 90-х, начала нулевых. Игру просили по сравнению с другими RPG, и она стала более динамичная, легкая, зрелищная. Ты попробуй поиграть сейчас в другие RPG, которые типа как Might and Magic, Wizard и Ultima, которые по сравнению с ним также. Не-не-не-не, ну стримов сейчас очень много, нужна реклама, просто так люди мало находят. Ну да. Ой. Ну короче, очевидно, Wizardry, там Might and Magic, там прочие вот эти вот, да? Там какие-то вот RPG-шные такие вот разряда игры из этих франшиз я, конечно же, играть не буду. Но когда дело касается Котора, просто она мне реально нравилась в свое время. Я в нее поиграл, я реально уловил в ней кайф. Я такой, блин, вспомнил, попробовал поиграть и охерел просто. Я просто, понял, как она плохо, пережила испытание временем. Насколько она, блин, скучная и так далее. Я просто, я просто такой, типа, бля, не, нахуй. Ну, игра, конечно, не новая. Да, это очевидно, но просто бывают такие игры, которые даже хорошо состариваются до сих пор.
Ну, конечно, их спасает простая игровая механика, а не такая сложная игровая механика, как RPG в этом которой. Но тем не менее, блядь, она до ужаса такая. Ну, к примеру, тот же Fallout 1, да, скажем, он даже старше которого, блин. Он хорош до сих пор. Fallout 2 хорош до сих пор. Planescape Torment хорош до сих пор. Но вот Котор... Блин, сложно. Fallout устарел намного сильнее Котора. Ну, по крайней мере, на все еще лучше, чем Unleashed. Ну, тут хотя бы мясо какое-то происходит, динамика. Ну, тут у меня просто цель какая-то есть своя, да? То есть игра сама по себе, она такая супер простая, да. Тупо достигни вершины и все, типа, здесь много ума не надо. А там игра такая, ставит тебе комплексные цели. Типа, ты сначала спаси Бастилу, потом надо найти, потом все вот это вот 5-е, 10-е, охеренно, туда-то, потом ты джедай, блядь, ты обучаешься в Академии джедаев, там, и вот это вот все нарастает, и ты в итоге мессия, блядь, ты должен спасти всех, ты там чуть ли не от твоего выбора зависит, что будет дальше, там, пизда всем джедаям или нет, там, и так далее. Ну, победят ситхи или не победят. Ну, все так, типа, глобально. То есть, твои цели, задачи растут по своей глобальности, там, прочего, там, ну, все круто, как и положено в RPG. Ну, сравнивать, типа, например, вот такую игру, как Котор, и Unleashed, ну, некорректно, конечно. Даже если не брать графику, Fallout порог вхождения высокий, ты там без гайда первый раз дольше первой локации не уйдешь, который понятен будет всем. Не, ну не сказал бы. Можно было бы даже типа какого-то рода эксперимент провести в этом плане. Дать сыну, например, поиграть Fallout и Котору. Ну, я просто уверен, ему это будет неинтересно. Просто потому, что возраст такой. Может, еще в каком-то подростковом возрасте ему будет это интересно. Сейчас ему по кайфу чисто спинномозговые игровые механики и шутеры. А ты видел несколько обзоров от молодых людей, которые ничего в игре сделать не могли. Fallout, что ли? Блять. Молодежь. Ну тут, скорее всего, даже если вот так посмотреть, да, если быть вообще конкретно абстрактным в этом плане, типа, если, ну, скажем честно, Fallout выигрывать в плане сеттинга, в плане концепции, в плане постапокалипсиса, я считаю. Он уже заранее winnable, все, он просто в этом плане уже хорош. А дальше уже вот эти все дальнейшие игровые механики ДНДшные, когда ты стреляешь и у тебя не получается, у тебя характеристики отвечают за успешность твоего того или иного броска. Это, конечно, ну, круто. Но просто оно выглядит немного, конечно, вот в этом плане, ну, немного постарше. Ну, точнее, не то, что немного постарше. Оно выглядит, ну, не так, как Котор. В Которе, да, ты типа такой, блядь, машешь мечом, стреляешь бластером, там прочее дерьмо. Ну, блин, ну, честно сказать, когда ты играешь в Котор, и просто твоя группка людей, трое, да, стоят, стреляют бластерами в другую группу людей, 4, например. И все они вот буквально вот в 5 метрах друг от друга такие... Мажут, сука, в 5 метрах друг от друга. Как это нелепо, блять, смотрится. Пиздос. Ну, типа, ну, блять.
из-за того, что он такой, типа, весь 3D-шный, типа, намного выглядит круче, чем, скажем, Fallout. Это выглядит, блядь, нелепо. Но когда ты в Fallout это дерьмо проворачиваешь, ну, там это еще как-то более-менее нормально выглядит, потому что ты у себя воображением там уже подключаешь, и ты понимаешь, что это все чисто такой, типа, как бы это сказать, вся вот эта вот изометрия, она спасает, и как-то вот масштабы там и прочее, они как бы, ну, искаженные. Ты не думаешь, что он прям вот так вот стоит, там, прочее, просто какие-то... Ты просто принимаешь эти правила, и они выглядят для тебя более логичными, чем когда в Которе чуваки, блядь, стоят в 5 метрах друг от друга и такие... И попасть по друг другу не могут. Или, блядь, машут мечом или лазерным мечом. Вот конкретно вот по модельке попадает, но проходит мисс. Типа промах. Ну, пиздец какой-то. Ну, в Моровинде, тогда, который уже вышел, ты мечом машаешь перед противником. Ну да, типа такая же тема. Тоже Моровинд, я бы тоже не сказал, что охуенная игра. Я в нее тоже не мог играть вообще никак. Ну, блядь, просто пиздушка ебаная. Я просто думал, она, блядь, сломана нахуй, просто ебанутая какая-то хуйня. Вот реально, играю, мечом бью кого-то, а там промах. Я такой, чё, блядь? Чё нахуй? Ты такой когнитивный диссонанс ощущаешь с этого дерьма. То, что, ну, просто безумие какое-то. Ну, типа, ну, блядь. Чушь. То есть, когда чувачки делали такую тему, им стоило бы, ну, ДНД тема, она в 3D среде, когда вот ты конкретно бьешь по физической модели своим персонажем, и это выглядит визуально, как будто ты попал, а по факту показывает, что ты не попал, ну, блядь, должно вызывать вопросы, типа, они такие, блядь, не задумались, что это может выглядеть, сука, ебануто и тупо, нахуй. Ну, типа, ну просто. В играх же много игровых условностей, которые нужно принимать, чтобы получать удовольствие. Ну это да, но, блядь, когда ты потом... Ты начинаешь задаваться вопросом этим, блядь. Ебать нахуй. Все так хуево. В Fallout есть таймер на всю игру, которую можно провалить, если не спешить бэктрекинга много. Нужно заранее иногда знать, что нужно с собой веревку таскать чисто для одного квеста в середине игры. Ну... Это скорее такая тема, ну я не сказал бы, что неочевидно или что-то в этом роде. Таймер, я бы не сказал, что это типа плохо. Наоборот, как будто придает динамику в игре. То есть ты прям как ошпаренный берешь, бежишь, у тебя есть цель конкретная. Блин, мое убежище. Пиздец, сейчас там народ сдохнет от обезвоживания. Вода кончается, ёпаный стыд. Так. Наоборот, прикольно, я считаю, когда такой таймер они добавили. А тот момент, когда тебе нужна веревка, там где-то вот в Некрополе или где там, короче, когда надо в огромный кратер спуститься. Это, ну, не знаю. Это, по-моему, в какой-то момент даже тебе объяснялось, что ты можешь использовать веревку. То есть при разговоре с каким-то NPC по какой-то маленькому сюжетному теме, которая была основным сюжетом. Ну, то есть, там, типа, нужно было спасти какого-то чувака из пещеры, где было много рад скорпионов, что-то там вроде, короче, я уж точно не помню. Ну, там точно была какая-то такая тема, где тебе давалось понять, что ты можешь использовать веревку. То есть, не конкретно в середине игры это происходит, а даже чуть раньше. То есть, ты можешь легко смекнуть и понять, что использовать веревку для того, чтобы спуститься в тот же колодец или шахту лифта, типа реально. И потом, когда ты приходишь к тому моменту, когда перед тобой огромный кратер, и там свисает балка, ну такой, блядь, ну, нужна веревка. Приносишь веревку, спускаешься, и все, как бы, прогресс идет. Ну, не сказал бы, что это прям так проблема большая для Fallout. Но для Котора, вот то, что я выше описал, ну это реально выглядит по-клоунски. Ужасно по-клоунски. Сейчас, подожди, почитаю. Бля.
Тогда лучше сделать никто не мог. Да почему? Ну, мне кажется, просто не могли бы все это дело как-то... До уровня Deus Ex, например. Вот, например, Deus Ex, тот же RPG, Immersive Sim практически. Ну, он и есть Immersive Sim. Очень хорошо играется и до сих пор. Я его буквально год или 2 назад проходил снова там. То есть бывает, я иногда Deus Ex прохожу первую часть. И, блин, чертовски хорош. Чертовски хорош. Почему они не могли просто взять и Morrowind, типа, сделать под, как Deus Ex, и кое-какие ДНД приблуды прикрутить просто к диалогам, к взлому дверей, еще к чему-нибудь, но не к боевке. Ну, боевка, она, блядь, такая нахуй. Ну, хуй знает. Может, к чтению заклинаний, там, знаешь. Но не тогда, когда ты бьешь, сука, кинжалом по чуваку, ты визуально видишь, что ты его конкретно бьешь. Но игра такая, иди нахуй, ты его не бьешь вообще-то. Или хотя бы визуально как-то это, конечно, ну, не знаю. Потому что чел уворачивается хотя бы. Тогда получились бы другие игры. Ну, я бы не сказал, что это были бы плохие игры, мне кажется. Это были бы хорошие игры. Потом уже просто вот дело в том, что вот подобные игры, как Котор или Morrowind, они появились бы просто чуть позже. Чуть позже. И, возможно, в хорошем виде, а не в таком, каком они вышли тогда. Так, вот ты сидишь такой на стуле, смотришь какой-то плоский лист, там что-то мельтешит, и ты жмешь одни и те же кнопки, чтобы солдатики двигались по экрану. Может почувствовать себя так глупо, что больше никогда играть не будешь. Ну, смотря от контекста. Что за лист, что за солдатики, там прочее. То есть, важен контекст в любой игре. Солдатики в Red Alert. Блять, это я бы не сказал, что глупо выглядит. Солдатики именно как солдатики игрушечные, которые сражаются между собой в комнате у какого-то мальчика. Не, может быть, да. Немного такая глуповатая тема. Там уже какое-то возрастное у тебя ограничение появится. То есть ты, возможно, чисто из чувств ностальгии будешь подобно играть. Ну, Red Alert, это до сих пор круто. Типа, блин. Черт. Захватить Америку. Да. Дайте 2, даже 3. Сколько частей Red Alert? Охереть можно. Там потом еще в 3-й части Япония подключилась. Ух, блять. Япония. Вообще жесткие. Так что я считаю, что, блин, ну, типа, такое. Я бы сказал, что те идеи, которые не внедрили именно в Котор, в своем, ну, в том виде, в котором он был, и Morrowind, да, нет, не очень. Да, у этого появились, конечно, свои фанаты, свои воздыхатели, которым это все нравится. Но, блин, честно сказать, я в этом вижу огромные проблемы, когда ну, такое вот происходит в визуальном плане. Ну, чисто мое мнение, правда, чисто мое мнение. Я не говорю, что это истина первой инстанции, там прочее. Но просто я визуально, когда вижу то, что чел бьет по модельке, и этот удар не проходит, там, чисто вот из-за того, что там какой-то невидимый D20, типа, не прокинулся как не нужно. Блять, вызывает, сука, такие себе эмоции, так скажем. Ну, в этом приятного мало. Такая себе хуйня. Но вот потом к концу нулев пошли упрощать эти системы. Настолки делать было более зрелищные, практичные и проще. Вышли Mass Effect 1, Dragon Age 1,
На время вымерли, пока не вышли с Kickstarter, Divinity Original Sin, Pillars of Eternity, Wasteland. И что у них общего? Флембли, ты сам как бы даешь этот ответ на этот вопрос. Они все изометрические. Они все видом сверху. Задумайся над этим. Они все изометрические, и это их спасает. Они выглядят типа толково в этом плане, нормально. Но никак не Котор, нахуй. Никак не Моровинд. Просто задумайся над этим. Они выглядят хорошо, нормально, очень даже прикольно. То есть я сам Divinity Original Sin 2 играл, получал удовольствие, но, блять, она очень длинная, я ее дропнул. Wasteland 2 тоже хотелось бы поиграть. Да, даже 3 хотел поиграть, по-моему. Ну, короче, в общем, их спасает реально изометрия. И какая-то вот такая вот около пошаговая система. Ну, там можно с камер третьего... Ну, то есть тебе дают выбор, как играть. То есть, скажем, можно на изометрию переместиться, можно на третий, точно третьего лица. Но, по крайней мере, там модельки не так выглядят, как будто бы, ну, нормально, типа. Это не выглядит так пососно и странно, как в Котор или Моровинде. Ну, правда, просто это так. Это просто вкусовщина, тебе неприятно, а я предпочту, чтобы как кидать кубики на промах. Ну, типа, да, на самом деле. Мне еще в этом плане как-то Fallout 1 и 2 очень сильно нравились. Ты просто вот не отрываешь взгляд от этого вот маленького окошка, где вот пишет текста о том, типа, что у тебя получилось, что не получилось, кто как, какой урон пронес и там прочее. Это увлекательно, правда. Но не Котор, сука. Но не Моровинд. Нет. Как в Арканом бьешь, ловишь критический промах и биваешь сам себе. Мы в Арканом, да. Я хотел поиграть в Аркан. Я его играл даже. Но это же та игра, в которой типа магия и стимпанк схлестнулись, и типа там весь конфликт практически вот вокруг этого крутится. В городах, где полно технологий, умирает магия. Где много магии, не работают технологии. Типа такая штука там, по-моему. И тебе прям реально надо в этом мире какой-то баланс искать. Типа, ну, за кого-то переешь, там, прочее, там. Вот это вот все. Так. Так, как... Я ничего не говорил, ну, блядь, хотел сказать, что нормально, заебись, пробежал. Нифига себе, за 40 секунд поднялся на фавелу. По сути. Не, ну вообще, вот реально представь. Я вот думаю, что вот реально вот D20 система, D&D-шную, можно было бы сделать вот реально намного более прикольно именно в этих играх. Я могу долго спорить, которая лучшая игра в то время, это была первая RPG, где была лицевая анимация и озвучка полная. Но просто ты как бы оцениваешь ее из призмы того, что она на тот момент была хорошая. А я говорю с призмы того, что она сейчас полное дерьмо. Ну, то есть никак не, ну, нормально не может играться на данный момент. Когда же, как, например, тот же Deus Ex, опять же, да? Ебать, хорош. Чертовски хорош. В нем, конечно, не было ни лицевой анимации, там прочее, но в нем были диалоги, в нем был сюжет, в нем было все. И RPG-шная система тоже была какая-то. Но она больше реально Mercy Sim, не RPG. Но там все равно какая-то RPG-элементы были, там прокачки, выбор диалогов, несколько концовок. Все это было, в принципе.
Но все-таки это, конечно же, не такая комплексная РПГ, как Котор, да? Да, вот Котор, он комплексный, он сложный. Он не просто РПГ, он просто реально типа такой большой РПГ, в котором дохуя систем, в котором, блядь, просто все очень сложно и там прочее. Ну, грубо говоря, так. Но он сейчас ебать плохо. Блять. Ну просто. Правда. Да, я реально уважаю твою точку зрения, там прочее, но просто я реально не могу смириться с тем, что... Как же это глупо смотрелось все-таки. Ну, это уже не согласен. Да. Блин. Вроде же делают, да, ремейк которого. Блин, как они его сделают, интересно. Ну, то есть, по какому они пути пойдут? По такому, как я сказал, или останутся по той же теме? Как и было. По-моему, был какой-то такой, типа, ушок о том, что, типа, реально делается ремейк которого, и он уже скоро будет, что-то в этом роде, знаешь. Ремейк которого официально анонсировали на стриме Sony. А, нихуя. Вау. А это когда? Разве в шоу-кейсе было такое, типа, экшен-боевка? Значит, по моей теме пошли. Как я говорил. Да. Шоу-кейс от Sony. А, вообще так давно? Ничего себе. Жесть. Жесть. Блин, дай бог будет хорошая игра. Сука. Я вот даже подумал о том, что, блядь, я буду играть в Котор в преддверии выхода ремейка, типа. Сука. Я ведь, возможно, так и поступлю, нахуй. О, блядь. А что с ней, все не ясно. Потом писали, что проблемы с разработкой, вроде там какая-то студия неопытное дело. Зумерки, значит, делают. Блядь. Ой, зумерочки-то, конечно, нормальный Котор-то сделают, да, блядь. Ебать мой хуй. Ты, сука. Ну, блин. Веселого мало, конечно, в этом. Как с Вампиром Маскарад 2 будет. Блять. А он отменен или чё? Я сделал предзаказ вампиров. Да, да. Мне его тоже, по сути, подарили. Этот Vampire Masquerade, но код до сих пор не дали. Ну, в общем, там чел предзаказал его. Ну, короче, такое.
Ну... Да иди нахуй, блин. Другая студия теперь как Dead Island 2, типа. Сейчас что интересно должно выйти в скором времени? Да хуя же игр было вроде. Уходит много на интересно для не тебе. Ну вообще да. Удиви меня, как говорится. Бля, ёбаный ты. Ты удивишься, какие игры меня интересуют вообще. Ну, какие игры меня могут заинтересовать. Ты, например, играл в игру Гнози? Ты же был вроде, да? Когда я в нее играл. Довольно-таки интересная игра. В нее можно прям реально заходить, поигрывать иногда. Херово то, что там нет русского языка, но мой язык английский уже потихоньку улучшается. Я вполне себе могу играть в нее. Гнози это, по сути, визуальная новелла. Такая чисто анимешного стилька. Типа как гаремник, там одни девушки и один непонятного пола, то есть в Гнозе вроде не заходил туда. Ага. В общем, блин, игра чертовски интересная. Чтоб ты понимал, в какой жопе ты оказываешься в этой игре. Ты, короче, по сути играешь в визуальную новеллу Амогуса, по сути. То есть ты и 5 членов команды поначалу. И вы должны выяснить, кто заражен гнозией. То есть кто заражен инопланетной типа хуйней, которая может сейчас вот разъебать всех. Каждый день ближе к вечеру космический корабль готовится к варпу. К варп-прыжку. Во время варп-прыжка, ну, надо находиться в своих каютах и спать. До этого момента нужно найти эту самую гнозию и, ну, соответственно, ну, типа уничтожить его, но там уничтожение, оно как-то немного иначе там делается. То есть, если ты возьмешь этого чувачка зараженного и должен его в криосон отправить. Вот, как-то это так работает. И в чем фишка этой игры? Ладно, да, типа, ну просто, ну, мафия, да, что-то такого, господи. К тому же, типа, визуальная новелла. Так вот, прикол-то в том, что, блядь, за этого самого паразита, который играет роль гнозии, играет, блядь, искусственный нахуй интеллект, нахуй. И он так тебе ебет, и он еще, сука, обучается, блядь. Это пиздец. То есть, если ты раньше его, ну, ловил на пиздеже в каких-то моментах, то в следующий раз этот момент, ну, будет учитывать, и на пиздеже его будет сложно поймать.
То есть ты такой, блядь, подумаешь, что это он, а это не он нихуя. Ты мирного усыпишь. Такой, блядь, ебать, а что дальше? Типа, кто тогда, типа? То есть там надо вот прямо реально следить за всем этими моментами, типа за изменением поведения и так далее. Такая интересная игрушка в этом плане. То есть интересно, они очень подкрутили вот типа нейронку, искусственный интеллект, в визуальную новеллу, где он является главным злодеем. Типа как мафия, типа. И я ни разу его не победил. Эта мразь всегда уходила очень хорошо. То есть в первой катке можно было еще победить. То есть там он максимально всем своим видом подавал, что он типа такой, ну, гнозия ебаная. Но я подумал, а вдруг, ну просто, они сделают сюжетный твист в том моменте, что слишком очевидное окажется... ну, слишком очевидно, кажется, не тем, чем кажется. И я подумал, ну, наверняка это мирный, а вот это вот окажется, типа, паразитом. То есть, я, короче, затопил того персонажа, который был ко мне добр все время, который мне объяснял, как играть в эту игру и тому прочее. А по итогу казалось, что, типа, вот эта вот мразь, она, которая вот все время, типа, рофлила и говорила о всяких таких вещах интересных, провокационных. Это и была, типа, гнозия. Я такой, блядь, да ну нахуй. И последующим так дальше он начал ебать. Но дальше еще лучше. Ты такой думаешь, всего лишь 5 персонажей. Что-то, ну, играбельность быстро пропадет. Но, ебать, игра сразу же, как тебя такие мысли посещают, как будто бы она тебе подкидывает еще 2 персонажа. И ты начинаешь осознавать. Блядь, типа... Так сколько здесь может быть персонажей одновременно, типа. И когда добавили 2 персонажей, этих гнозий также стало 2. Я просто охуел. Я типа такой, блять. Теперь их 2, как мне еще 2 ловить-то? В общем, сложная, интересная игра. Чисто на дедукцию, на логику в этом плане игра. И там даже какие-то RPG-шные элементы в эту игру вот пихнуты в плане того, что ты можешь убеждать других, ну, точнее, там можно вначале раскидать характеристики, есть такая тема даже, за харизму, интеллект и всякое такое. Харизма же, конечно, отвечает за убеждение. Интеллект отвечает за убеждение остальных людей в логичности твоего ответа и что-то в этом роде, и к тому же плюс оно отвечает за просмотр бэклогов. То есть у тебя память типа лучше будет. Типа, ну-ка там, что она сказала недавно, такой думаешь смотреть. А там, если у тебя интеллект низкий, то ты только 3 строчки запомнишь, что-то в этом роде. В общем, интересная игра, эта гнозь, такая, типа, знаешь, скрытый гем. Просто, типа, вау. Думаешь, охуеть. Мне вот как-то один чел порекомендовал, не помню кто. С тех пор я такой... Ну, я, как он сказал, рассказал, типа, эту тему. Надо свой интеллект качать, да. Там реально, то есть игра такая прям бодренькая, интересная. Может, сегодня запущу, покажу тебе. Одну катку поиграем, меня там на гнозе изнасилуют просто. До октября выходит с больших Remnant. О, Remnant 2 я очень жду. Remnant 2, да. Моя тема. Lies of P. Ну, надо бы, кстати, демочку поиграть-то. Блин, как-то я хуёво побежал. Так. Вот первые 3, Remnant 2, Lies of P, Lords of Fallen, интересные игры.
Alan Wake обязательно, Starfield не обязательно, Baldur's Gate 3 слишком такая большая игра будет, которую я, скорее всего, не захочу поиграть. Что-то я устал от фэнтези РПГшек. Якудза новая. Хотя, ну бы Якудзу поиграть. Mortal Kombat новый. Ну да, я все обязательно поиграю. И Человек-паук 2. Ну такое. Armored Core 6. Ну тоже интересно, так как Фрома. Демки ворота были так себе, но они пообещали справить. Я видел, как один мододел добавил модельку, прям очень хорошую модельку Bloodborne в этот Lies of P. И, блядь, как это смотрелось. Черт. Это прям оно. Реально. Bloodborne на ПК. Кстати, какая-то движня происходит вокруг Bloodborne, не слышал, да? Они как будто бы, ну, они увеличили разрешение иконок достижений. Типа народ с этого типа начал типа вау, хайпить. Чё, типа. Готовится какая-то типа движуха вокруг Bloodborne, типа. Улучшенные качественные иконки. У достижений появляются потихоньку. Возможно, будут какие-то интересные анонсы. Bloodborne на ПК. Demon Souls на ПК. Вот это да. Тупо топ. Ну, Demon Souls, кстати, ремейкнутый, он довольно-таки хорошо должен играться. Я оригинальный Demon Souls играл. Довольно-таки прикольно. Оценил тему. Думаю, скоро выйдет, а Bloodborne не знаю. Ну, Bloodborne на ПК это был бы такой бенгер, бля. Еба, ты представь, какой графон. Все дела, еба. Это что по бенгеру? Чё ж они до сих пор-то Bloodborne 2 не выпилят-то? Там же такая, как будто бы открытая концовка остается в Bloodborne. Ну, как будто бы ты завершаешь какую-то тему, вот именно со сном охотника, но потом сам же становишься этим. Личинусом. Ну, как будто бы, блин, что-то могло бы еще, ну, типа, создать по этой игре, по этой франшизе. Изи можно было бы, типа, вторую часть сделать. Лоскутика паучишного снова увидеть и все дела, блин. Блин, когда же Миядзаки новый Souls покажется? Ага. Не, ну ради ПК, я думаю, они подтянут графон. Ясно дело, что он старее был, чем DS 3. Но ради ПК-то, я думаю, подтянут это дело.
Ай. Так. Oh, don't look up. You need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. Да, ёбаный в рот. Все-таки там надо было немного притормозить. Oh, don't look up. You need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. Все, короче, идем на рекорд. Твой личный. Пусть с ним. Ну, будут проблемы. Чё с ним? А, господи. Ну такие проблемы, ну, слишком. Ну, вначале хотя бы. Ладно, можно рестартить. Все, ПБ ебашим. Меньше 30 минут должно быть. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. Да гондонский ты чел, ну чё ты столько нахуй исполняешь, блядь? Oh, don't look up. You need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. Да ёбаный пиздос, чел, блядь. Ну нахуй, ну началось, ну нахуй, ну началось, ну нахуй, ну началось. Ну началось, ну погнали, блядь. Покатились, блядь. Покувыркались. И теперь мы смотрим какие-то ебеня. А почему он тормозит? Подожди-ка. Дай-ка я перезапущу. Ну как будто бы тормозит, блядь, нихуя вообще. Загрузка контента. Чё, обновление? О, блядь, в смысле обновление?
2,5 мегабайта изменений. Что? А, ты глянь на них. Они чертовски прям стараются зарабатывать на всем этом, прям разработы. Ну, мерчи даже продают. Так. А, я забыл настройки поставить. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. Да ёбаный, ты чел. Побежим до конца. Нормалдосики. Вот как будто лагать перестало, кстати. Ах ты ебаный рот. Да, лагать перестало. Мне надо было игру перезапустить просто. Блин, по сути, очень хорошо стал проходить этот момент. По Вэллу стал хорошо проходить. Осталось только выучить эти сраные трубы. Я ощущаю проблемы именно в трубах. В этом спирали говна. Буду стараться, ну, справляться с спиралью говна, будет отлично.
Да пошел ты в задницу, блядь! Как это работает? Как это работает? Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. It's very hard to make a choice when you don't know where it will lead. А, Джей, блядь, ёбаный нахуй. Да поднимись ты, ушлепок, сука, ёбаный ты нахуй. Какого черта? Пиздец. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown. Ладно, еще раз закрепим фавелу, потом будем чисто учить трубы. Бля, ты шутишь нахуй, ты шутишь просто. Вот только сказал, что хорошо прохожу фавелу, блять, он только падать начал. Oh, don't look up. We need to get to the top. Ай, блять, я таймер поздно запустил. Бля! Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. А. Ах ты гандон, блядь, ёбаный. Топаный. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. It's very hard to make a choice when you don't know where it will lead. Окей. Ах ты ебаната, блядь, ебанова, твою мать, нахуй.
Таймер, 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 таймер. Блять, ебаный таймер. Блять, ебаный таймер. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. А ты гандон, блять. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. Блять. Как это работает? Oh, don't look up. We need to get to the top. Ай, господи. Oh, Бля, да ты шутишь, на. we need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? Мерзко, сука. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. Блин, как будто бы если ее много раз перезапускать, то она начинает тормозить, блять. Блять, такие есть, походу. Прикинь. Типа кэш наполняется, то ли, что, я не понимаю. Блять, таймер забыл. А, ты сука. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. Да, уже не так лагает. Господи.
Ах ты дерьмище ебаное. Ну как ты мог, сука? Извиняюсь. Но он такой. Не схватился. О, боже. А можно ли... Давайте-ка... Так. С плиты... Идите с плиты... Может, у кого-то есть нормальные сплиты, пожалуйста. Так. Сука, эта песня. Это что за трек еще? Ну. А, это из Мегамена. Блин, это же... Просто чего я типа угораю? Это же песня из этого. Так. Иду в магаз, Блять, не то нахуй. сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Вот это дерьмо, да. Снюс из my life. Когда с парнями у нас снюсик под губами, но мы не делимся, мы им обладаем сами. Когда со снюсом, любовь фильм по вкусу. В кино, машине, в театре, в унике под снюсом. Сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс is my life. Рожусь под снюсом, да и блять умру под снюсом. Ебусь под снюсом, сосусь под снюсом. Если нет в жизни вкуса, значит нет в жизни снюса. И все мои братки с кулдраем об этом в курсе. Сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс is my life. Когда с парнями у нас снюсик под губами, но мы не делимся, мы им обладаем сами. Когда со снюсом, любовь на фильм по вкусу. В кино, машине, в театре, в унике под снюсом. Сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс is my life. Рожусь под снюсом, да и блять умру под снюсом. Ебусь под снюсом, сосусь под снюсом. Если нет в жизни вкуса, значит нет в жизни снюса. И все мои братки с кулдраем об этом в курсе. Сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь,
news is my life. Когда с парнями у нас снюсик под губами, но мы не делимся, мы им обладаем сами. Когда со снюсом, довольно фильм по вкусу. В кино, машине, в театре, в унике под снюсом. Сидя дома, грушу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Осуждаю, кстати. Да, прикол. Музыку из Мегамена взяли и пели на ней. Да уж. Так, окей. Погнали. Так, подожди-ка. Так, наверное, стоит для начала убрать бремя, да, вообще в этой теме. Так. Clear Times. Потом переименуем просто. Так. Favela. Так. Pipes. Rails. Elephant Rails. Oil. Shit. Factory. Subway. Так, что еще было? Subway, потом дрон реально. Потом после дрона что идет? Автобусы. Потом Сити. Хотя тут давай фонтан. Потом рука. Потом и хотя давай-ка тут, наверное, шахматы. Mates.
Так, ship, checkmates, потом... Canon. Ниже пушки. Так, Rainbow Road. Дракон. И... End. Во, все. Как будто бы нормально расписал. Да как? Мадафак. Эй, эй, блядь. Твою мать, нахуй. Знаете, что произошло? Ходки не работает. Не то, что не работает, блядь. Старт сплит. Короче. На более удобную кнопку поставил. На третью мышку поставил. Button 3. Но это не средняя кнопка мыши, а та, которая под большим пальцем. Блять, что ты... Блять, что это? Что за хуйня? О, джип. Фи. Ты шутишь-то? О, боже мой. Не, ну это пиздец. Ай, бля! Да перестань, блядь, куда лучше можно было прыгнуть-то, сука? Да еб мать, чел. Знаю, как ты хуёво побежал. А, куда я так рано нажал, господи.
А чё, время Павла не сохранилось? Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. Ах ты. Давай, давай. Да, иди ты нахер, гандон. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. Ах ты. Говно. Ну что-то слишком хуёво. Два часа ночи уж. Какая мерзкая хуйня. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. Да ёб твою мать. Ай, иди в пизду, сука. Дошик завари, блядь. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll. Блять. Настройки ебаные. Почему эта игра такая хуёвая, блять? Ну почему такая хуёвая? Ну просто почему она такая хуёвая? Вечно у нее, блять, вот это вот все вот в говне. Ну серьезно. Почему такая плохая, бля? Она просто даже не может заняться, сука, исправлением настроек, чтобы настройки сохранялись. Чё в этом сложного? Разраб, блять. Пофикси, ёб твою мать. Что с тобой не так? Реально. Ублюдок, сука. Хайпует на всем этом, блять. Но сука, заняться такими вещами не может. Просто ему не стыдно, просто самому. Ух.
Ай, гандон, бля. Заебал. В чем разница вообще между... Просто... О, господи. Почему он смотрит сюда? Блин, на самом деле такая плохая игра, безумно плохая, блядь. Просто дерьмо ебаное. Ай, дерьма, кусок, сука. Да. Давай. Почему игра? Да хуй знает такая, знаешь. Я прям представляю себе, блять, разработчик. А не знаю, блядь, почему так работает? Сука, блядь. Блять, сука, мерзкий, сука, пиздец. Эй, да блять, твою мать, тварь, сука. Бля. Да ты гандон, сука, ну ты не мог нормально прыгнуть, сука, он еще и в положении приседи находится. Боже, какой же ты ущербный, сука, урод, блядь. Так хорошо залетел вначале. Но ему надо было обосраться. Просто необходимо было. Так срать ему хотелось. В положении приседи полететь. Твою мать. Да ты перестань. Да ёбаный ты урод, сука. Хуеть можно.
Ладно, похуй. Короче, просто до конца бегу и пойду спать. Пиздец. Ну, это, если честно, ебал. Надо перестать так триггериться из таких мелочей. Ну, я вначале только вот уже гонюсь за секундами. Ну, такая себе тема. Надо менять тактику. Просто пробеги вперед. Лучше, чем 40 минут и все. Изи. Остальное потом само придет. Главное, пробегай всегда до конца. Я считаю. Ну, блядь, с такими приколами, блядь, нахуй нет, блядь. Тут уж перезапуститься придется, блядь. Вот именно что в начале, сука, игра такая нахуй. Тут ошибки не фатальны. Ты падаешь, просто ебал его в рот нахуй. Если падаешь. А потом ты повыше, где, ну, там уже не так стрёмно падать. Но в начале, блять, да, нахуй. Пожалуй, ебаный в рот. Уж точно не хотелось бы здесь тратить секунды. Нападениях этих. It's very hard to make a choice when you don't know where to begin. Да, блять, как ты, сука, ебаный в рот работаешь, мразь ебаная! Почему? Кто-нибудь понимает, как эта хуйня работает? То он поднимается, то он не поднимается. Или это пофиксили только что? Я хуй знает. Как будто бы это только что пофиксили, блять, потому что это обнова, блять, была нахуй. Блять, сейчас надо тренер врубать, телепортироваться именно к этому моменту и проверить на. А вдруг реально пофиксили эту хуйню? Ча, охуею, если так. Ты ебан, ой, бля, иди нахуй просто. Оно. Блять, сука, тип. Как уебал бы нахуй, сука, заебал, блядь. Вы не поверите, что произошло. Это хуйня, блядь. Я зацепился мышкой за оверлей таймера. И все, пизда.
Из-за этого я улетел нахуй просто, потому что экран игры стал неактивный. Бля, ну придется полный экран ставить тогда уж. Хули еще остается делать? Остается только куковать и, ну, уповать на то, что, надеюсь, оно начало отсчет таймер. Ну, пожалуйста. Хотя, наверное, так спокойнее, не знаю, когда ты таймера не видишь и бежишь. Интересно. А что если реально бежать и при этом не видеть таймера? Может, как-то спокойнее я буду бежать всегда. И на результат. Иди нахуй, а они пофиксили эту хуйню, что ли, реально? О, сука, если это так, это пиздец хуёво. Мимолетом спидранщик Капкат. Ну, круто. Привет, удачи. Спидран Капкада. Здравствуй, здравствуй. Меня Дилутан зовут. Раз познакомиться. Здравствуй, здравствуй. На хайповый спидран. Не, ну вообще, как бы азарт вокруг этой игры не зря создалось. Как спидранец. Ну так, нормально. Ну, по сути, можно сказать, я только начал, типа, практически заучивать эту тему все. Блин, я неправильно сплиты поставил, да? Я просто таймера не вижу, если что. Играю в фулл экране, чтобы не цеплять случайно таймер говна. Удачи сначала. Ну да. Не, ну у меня вообще был уже типа kind of speedrun по этой игре. Там я его за 40 минут уже одолевал. Но такое себе. Если честно. Нужно лучше. Бля, Дота! Привет, Арсен. Автосплиттер еще не сделали? Ну, есть вот автосплиттер, только... прям, чтобы он автосплитил. Ну, нет. Кто его знает. Valorant Go. Блин, ну я его удалил, Valorant уже. Привет, Арсен, здорово. Я просто не знаю, как автосплиттер работает, а так я думаю, что автосплиттер есть. Нормально. Блин, я просто не понимаю, мне... Да, но я вот хочу побить этого сраного американца, который за 16 минут проходит. Ну, в общем, короче, какая мне страта? Пока что побью свой рекорд 40 минут. И хочу войти во время меньше 30 минут.
Далее, если уже будем близки к 20 минутам, побьем лучшего в России. Это Шейди... Шейд 1 у него никнейм. А потом уже Distortion надо ебашить за его 16 минут. 16 минут 58 секунд, по-моему, у него. Кстати, почему сплит без времени? Да хуй его знает. Я ебал дремал, как это говно работает. Главное, что от сплиттера работает так, что, ну, типа, от начала бега он сам начинает отсчет. Для меня это главное практически. А дальше уже я сам, типа, своей кнопкой жму, когда сплит делать. Ах ты, сука, ебучая! Он иногда работает, иногда нет. Да, первая игра для меня, которую я спидраню. Для меня первая игра, которую я спидраню. Но вообще я, типа, вошел во вкус этой спидрановской деятельности. Типа, это гонка за временем. Азарт такой. Так что да, черт побери. Да, Гандальер. Рано имбовая тема, главное найти ту самую игру. Ну да. Ну пока это для меня вот это вот он ляп. Чисто на хайпе, да. Ну так как народ в это дерьмо как бы обращает внимание. Если я возьму первые места, там, ну около, ладно, первых мест. Хотя бы стану первым в СНГ. Тогда уж да. Черт побери. Это будет успех. Не только для как спидранера, но и как, ну, для роста канала. Вполне себе. То есть я в этом, ну, полным-полно выгоды вижу. А потом уже следующую игру какую-нибудь стоит, вот, например, тоже посмотреть. А не хайповые игры планировать в спидранах? В одно время думал спидранить Stray. Еще какие-нибудь такие игры, не знаю даже. Ну вообще подумывал даже ретро игры какие-нибудь там спидранить, типа там Чип и Дейлы, там Русалочки, хуй его знает. Но они настолько задроченные в этом плане, их настолько хорошо там уже другие люди играют, что пиздец. Да, ретро, пиздец. Ну и я в этот лес пока не хочу. Ретро наоборот кайф. Не, ну вообще я стримил ретро долгое время однажды. Года 2 примерно, 3. То ли. Ты заебал меня, падла собачья. Хули он нормально не прыгает, просто дерьмище. Даже приятнее большинства современных игр. Да конечно. Ну, я думаю, вот после спидрана ляпа я возьмусь просто проходить Battletoads. Просто пройти бы мне его хотя бы. Эта мразь мне очень тяжело дается. Долгое время. То есть, чтобы ты понимал, я и Боши проходил на нормальной сложности. И второе прохождение у меня Боши было на такой же нормальной сложности. И я за один стрим умудрялся убить Соника. Ну, так, вот, убить Соника и там уже оказаться вот в мире Кастельвания. Но, блядь, вот почему-то за всем этим я даже вот реально не могу справиться с ебучим Battletoads'ом, это пиздец. Там
Ну, она такая. Я не знаю даже, как описать. Какая-то, сука, чересчур ебанутая, что ли. Я даже не говорю о турботуннеле. Турботуннеле мне давным-давно, типа, ну... Блядь, иди нахуй. Да, понятно. Там уже меня колбасит момент именно с каким-то... хомячковые туннели вот эти вот. Я до них только вот в прошлом году добрался. Года 3-4 назад я смог одолеть уровень с самолетиками. Это такой бред, уровень с самолетами. Ну, то есть, где-то на истребителе летишь через огненные туннели. И на тебя летят вот эти вот стены из молний. Бред говна просто. Я там с ума чуть не сошел однажды. Такой бред. Без варпов это вообще unreal. Варпами? Ладно, еще хоть как-то можно. То есть сразу заскипать этот уровень самолетиками. Сразу оказаться в шахте лифта, где наверх надо подниматься. Потом там уже вот это вот странное место с... хомячком туннеля. И там уже как будто бы до финала недалеко, но, блин. Это ж такой стресс-тест, по сути. Надо бы сейчас попробовать снова. Испытать себя еще раз. Ну и для меня реально боши легче, чем Battletoads на данный момент. Я типа вообще не шучу. Да поднимись ты, ушлепок, пожалуйста. О боже, какой же ты уволень. Перестань. Ну, плохо от твоих рассказов стало, да. Ну, она такая, типа, вот. Этот долбанный Battletoads. Спасу нет от него. Ебал, дремал, сука. И почему-то вот, когда я ну, точнее, пишу... Короче, ну, мне кидывают сообщение. Вы побили свои прежние рекорды, обновить время, да. Нажимаю, да. Время исчезает просто-начисто, нахуй. Боже, кайф бежать по 3 причинам, она в меру сложная. Она в меру сложная, красивая, она проработанная. Ну, вполне себе, да. Да, она реально проработанная. Просто проблема Battletoads еще в том, что, ну, это ебаный эмулятор, у тебя еще, ну, много от него зависит. Она то, сука, мерцает там, блять, как вибратор ебаный. Хуй его знает, просто безумно плохая тема. Thank you. Результат стрима плюс 10 рублей. Минус 1 подписчик. Да, спасибо за 10 рублей, Саня. Ну, в общем, спасибо за 10 рублей, да. Минус 1 подписчик. Ну а хули, блядь? Че, я типа не прав, что ли? Был насчет этого. Я думаю, что правильно все было сделано. Чертилой не стану ради шейха. О, блядь. А, блядь. Так. Сегмент не
Притонул. Блин, так. И потому что так. Бля, иди нахуй, заебал! Ну-ка, слово лезет наружу одно нахуй, которое не хочется произносить, конечно. Точнее, хочется, но не могу, блядь. А, я сплитанул, да, только что. 0 сделал, да. Да. Не, ну я давно уже отучился от этого слова. Но просто, когда вот такие вот моменты происходят, конечно, хочется вспомнить былое. Ностальгические настроения появляются. И лезет на уста такие замечательные слова. Вот раньше, да-да-да. Чел. Блядь, давай ты меня будешь, сука, слушаться. О, блин, этот момент с трубами такой уебищный, сука. Бля, взглянуть бы в глаза нахуй этому, блядь, уебищному разработчику говна этого. Еб... Просто... Ах, господи. Нахуя было делать ебаную спиральную, сука? Просто какой-то, блядь, момент там добавить бы, блядь, в прыжках и все нахуй. Просто пропрыгал вверх там как-нибудь. Ну, блядь, нет нахуй. Надо было спираль ебаную высрать. Эти ебаные нахуй уебки, которые ставят рекорды в мировые, блядь, они умудряются его на спринте пробежать. Уроды чисто, блядь. Как нахуй. Я в шоке просто, блядь. А повторяй за ними потом. Реально. Спираль эту сраную. Ой, ладно, просто все. Эти ругательства мне никак не помогут. Просто делаем и все. Давай, давай, спасибо, что заходил. Увидимся. Чашики. Заходи еще. Может реально Боши спидрани, блядь, а? Звучит бредово, конечно. Очень плохо звучит. Я явно потом об этом решении сильно пожалею. Уж лучше не стоит, да. Но хотя... чисто ради галочки можно было попробовать, чисто, ну, попробовать, да? Пробежать Боши за какое-то... Ну, за какое-то символичное время, да? Типа там... Не прям мировой рекорд, конечно, там ебашить, а что-нибудь такое. Ну, скажем, час. Или там... час 20. Да, это было бы довольно-таки серьезно, на самом деле.
Ну как будто бы. Блять, ты чё, сука? Ну да, ну да. Ой, ну. Да, как же, блять, да, давай, давай, сука, блять, поподтягивайся, ебанат, сука. Боже, как же я ненавижу эту игру. Да как, бля, почему нахуй? Типа, блять. Короче, видимо, мне кажется, надо врубать это все нахуй или что, блять. Потому что оно до этого, бля, работало нахуй. А сейчас оно пошло нахуй почему-то. Схуя-то не работает теперь опять. Как это, блять, вообще работает, сука. Почему я с переката не могу залезть туда наверх? Раньше залезал, а сейчас нет. Сука, блять, тренера нахуй включим. Да ебал нахуй. Я вообще не понимаю, почему это не работает. Сука, игра. Ой, блять. Падла ебаная, нахуй, заебешь. Какую же он кривую игру сделал, блять, ебаный тупой разраб, блять, уебок, сука. Конч ебаный. Просто, бля, поверить не могу, нахуй. Так. Блять, он разраплен настолько уебок, да? Он реально пофиксил это, да? Блять, ты прикинь, этот уебок пофиксил это. Какой же урод, сука, я в ахуе нахуй. Он реально пофиксил это. Бля, вы можете в это поверить? Гэндон пофиксил эту хуйню. Я... Бля, нет слов просто. То есть, чтобы вы понимали, типа, к чему это все оно идет. Типа, этот долбоеб, понимаешь ли, взял. А смысл тогда вообще бежать тогда? Ну, что-то мне начинает казаться, что это хуета полная. Просто все до этого, да, вот в топе, который вот находятся игроки, они бежали именно с этим. С перекатом этим вот, да, по трубам. Потом, скорее всего, скип на корабле тоже не работает теперь. То есть, чел, который сейчас взял VR Distortion 2. Ебало, завали нахуй. Он в безопасности, он все, пиздец, он уже никак не может проиграть свою VR, потому что, блядь, разраб долбоеб нахуй выпустил фикс именно этого дерьма. Какой же, сука, блядь, уебок нахуй. Конченый человек, блядь. Ну нахуя он это сделал? Вопрос. Фанат, ебать, Дисторшена или что нахуй? Обезопасить решил своего американского коллегу нахуй? Или что? Пиздец нахуй, я не понимаю, блядь. Так, спидранер же всегда катается в определенном патче. Опять бочку катишь на нее активно. Эх. Ну, пока актуалочки всегда бежали в эту игру.
Как вышла обнова, сразу все такие начали опять бежать. И там он выкатил столько изменений, типа кровать, типа наставил везде и всюду и там прочее. И пробегать стало намного быстрее. И Distortion смог поставить время 16:58. И теперь он делает наоборот. Ну, как-то такое, блядь. То есть теперь из-за его, блядь, вот этого вот момента, из-за его прихоти разраба, приходится откатывать игру, да, по версии, блин. Ну, качу я бочку не просто так, если уж на то пошло. Теперь, блядь, из-за этого, нахуй, блядь, момента придется, блядь, искать определенную версию этой игры. Предыдущую, по крайней мере. Такое себе удовольствие. Так, ты спидран катаешь или казуалишь? Не, ну при чем тут казуалишь? Типа, блин. Надо же бежать именно в том билде, в котором бежал VR игрок. По факту. На нем работали вот эти вот все перекаты, вот это вот туда-сюда. Ну, хуй знаю. Если, конечно же, будет такая тема, как, например, актуальные версии игры и отдельная VR-ная актуальная версия игры, тогда вопросов нет, нормально все. Но они же все суют в один VR. Просто в одну игру. Не отдельной версии. В этом проблема. Это уже от турнира зависит. Ну, типа того. Ну, тут как турнир, блин. Какая мерзость. А, кстати, мой стрим-то выходил? Да. Прикольно. Там в Дискорде теперь мой стрим тоже выходит по этой игре. Ну как реклама оповещения автоматом. Интересно, как это будет. Ну, типа, если VR-игрок такое видит, типа, теперь невозможно такие-то скипы. Они такие, типа, все. Переделывай свой VR. А он такой, идите нахуй. И что, тогда его просто с таблицы снимут, что ли? Интересный момент, интересный. Very interesting. С одной стороны, как будто бы и неправильно. Но с другой стороны, ну что ему стоит еще раз пробежать, типа? Ай, господи. Надо будет завтра тогда посмотреть, что типа пишут об этом.
А ты, Сань, что, в отпуске? Он vacation, я видел тебя. А ты его просто так не ставишь в аватарку. Блин. Ах ты говно. Выходные в КЗ. Holiday, а не vacation. А, holiday. И чё, там сколько дней? И в честь чего там? 4. А, 4 дня выхода. День столицы. А, прикольно. Салют, наверное, был. Я скучаю, я... Вот по кухне, блять, по русской, вот по казахстанской, блять. Лагман. Местная... Блин, вот... Никогда не устану говорить об этом. Местная еда. Так тебе вообще. Сковородка же есть. Не, жена-то готовит. Ну просто вот... Не знаю, вот что-то такое вот... Ну, чтоб ты понимал, типа, насколько здесь плохо по еде, это, ну, пицца, да, там, просто такие вот продукты, да? Они там проще, и они тоже полное говно, вот реально. То есть у нас больше... Вот пицца сама, да, вот типа по своему объему, диаметру там. И она обычно всегда, ну, скажем, в большинстве случаев неплохая. То есть очень редко встретишь дерьмовую пиццу. А тут наоборот, типа, она мелкая, блядь. И тут уже как, ну, не то что 50-50, но в 30% из 100, ну, ты встретишь хуёвую пиццу. Такое, блин, типа полное такое разочарование. Ты вот сидишь, кушаешь его, тебе просто грустно становится нахуй. А у нас такого как будто бы, ну, поменьше было, чем... Ну, здесь, по крайней мере, точно. Вот эти вот том-ямы всякие. Мне вообще нахуй не вперлись, реально. Вот именно только здесь я вот... Вот чтоб ты понимал, я только здесь себе желудок похерил, блядь. У меня же пиздец. Хуй вот. Надеюсь, не язва, конечно. Но желчь-то, блядь, была в желудке. Пиздос, нахуй. Сейчас вот благодаря таблеткам-то все более-менее нормализовалось. Чувствую себя более-менее хорошо. Просто спать стал. Вот реально засыпаю днем. И сплю до вечера, практически до 5 вечера. Ну как... Ну не знаю, тело восстанавливается. Как будто бы... Понял. Как деньги появятся нормальные, надо пойти провериться. Там снимки вот эти вот все сделать и так далее. Это как-то, ну, стрёмно очень. Ну, у меня такое сложилось впечатление.
Да уж. Как только прижал, сразу нахуй начал думать о здоровье, вот это вот все. А до этого, блядь, конечно, бухал как хуй знает кто. А сейчас страшно даже... Ну да, в Тае явно добил. Я здесь дохуя бухал, шо. Очень много. Я бы даже сказал. Типа, блин, я сам удивился тому, как я могу бухать. Не так, что, блядь, пиздец, типа, ну... Просто... Просто реально чаще стал пить. Чаще. Но сейчас уже не... Мне сейчас страшно его выпить. Напуган до усрачки. Боюсь, что сдохну реально, потому что... Когда у тебя желудок болит, а потом... Ну, то есть ты не спишь всю ночь из-за того, что боль в желудке, а потом такой думаешь, бля, попробуй-ка нахуй блевануть, а авось полегчает. Ты блюешь, тебе легчает, но, блядь, ты видишь, что у тебя блевота какая-то, сука, странная, нахуй, она зеленая. Чё, блядь? Смотришь такой. В интернете, что это может быть. И охуевоз полный ловишь. Да как образ спасибо на этом. Собаку сел. Блин, у него что, прям серьезные проблемы с здоровьем тоже были? А, да. У него же желчные проблемы тоже были со школы. Да? Блин. Офигеть. Стецыще. Какая замечательная игра. Просто, блядь, дайте две. Короче, спокойно пробегаем этот съебаную спираль. Хорош. Надо сегодня рекорд поставить какой-нибудь свой личный и все. Блять, как уебал бы. Просто, сука. Такие мелочные моменты иногда просто пиздец. Охуеваю, блин, реально. Сука, блядь. Теперь он, блядь, в спину смотрит нахуй. Сука, блядь. Не уж. Вот пил бы я соджу. Ай, проблем со здоровьем бы не было. Шучу, конечно. Вот интересно, в Корее сколько там... Ну, насколько высока вот эта вот тема с желчью там прочее. Я думаю, там вообще с этим проблем особых нет. Возможно, очень редкая болезнь. Блин. Хоть и не бухает жестко, но мне кажется, у них там с этим как будто проблем особых нет.
Да что ты нахуй? Работает. Уровень медицины, видишь, обследование частые, вот и вовремя выявляют, они когда заболят. А. Да. Ну вот в каком-то местном, короче, телеграм-канале по медицине, короче, я нашел. Вот когда я вот охуевал, нашел такую группу в телеграм-канале местную тайскую. И там, короче, типа, на каком уровне, там чел спросил один, на каком уровне здесь, типа, Тая и Пхукете медицина? И они такие, на высоком. А потом я вспоминаю один пост, ну, правда, 16-17 года. Там чел рассказывает о том, что у него там тоже там пиздец, желудок болит. Там тоже вот это вот желчь, не желчь. И там врач просто на похуй ставит ему диагноз, там типа, ну все в таком духе, знаешь. Потом еще раз приходит на другой уже, в другую больницу, там. И по страховке ему каждый раз приходилось за все это платить, и тот другой диагноз поставил. И в итоге только в России ему нормально все сделали. И прописали нормальные таблетки. Ну, короче, такое, блин. Сейчас-то, конечно, ну такая себе разница. Ну, вообще большая разница. 16-й год, сейчас 20 уже 5 лет прошло, даже было больше. 6 лет прошло. Может быть, действительно неплохо. Но, блин, деньги вкидывать в это много там будет получится. Тут надо реально зарабатывать, Саня, надо зарабатывать, надо зарабатывать. Я пропустил, закидываю, блядь, на всякое. Блин. Ах. Возможно, в понедельник выгорит одна тема по QR. По QR говорю, по QR этому. По предложению. Так, дай установку. Сколько коннектов должно стоить? Короче, ну просто чисто отсеять. 4.8. Блять, там такие ебанул жесткие. В 1 в 16. А нет, не 16. Вру. 14, по-моему. Или 16 было все-таки. Ну, короче, там один что-то вдруг подумал, решил бустануть. И хуй, блять. А остальные там по 8, по 10, по 8, значит.
А, блин. Закинь задачи какой-нибудь. Ну так чисто по рофлу реально. Там, похуй. Вот ретуширование фото еще вот любят. Можешь какую-нибудь свою фотку на ретушь кинуть? Было бы прикольно. Оформи мои каналы под ключ. А сколько у тебя каналов? Под ключ. Два. Угу. Так. Это баннер, это аватарка. Это, скорее всего... Обложка для основного видео, для трейлера. А потом, скорее всего, нужно сделать шаблон для всех других видео, то есть... Ну, это же, по сути, все равно бренд. Поэтому что-то неизменным же все равно останется в этом самом. Описание, баннер, аватарка. Описание. Описание. То есть еще текст захуячить. Ну тут, честно скажу, чат GPT. Ну я, скорее всего, использую чат GPT, а потом уж подредактирую это дело все. И там, скорее всего, даже не так, а именно в плане продвижения там, скорее всего, надо будет прям теги захуячить хорошие. Это все равно важно, да, там какая-то все равно такая типа тема у тебя будет в плане... Основные теги канала, вот я о чем. И основное описание канала. Ну, когда ты заливаешь новое видео, чтобы у тебя всегда вот эти вот теги были, плюс описание какое-то стандартное. И поверх этого стандартного описания можешь там что-то свое закинуть. Ну, там уже индивидуально под каждое видео. Сплиты зажимать забываем.
Да, блять, в рот твой ебал! Падла ебаная! Пиздец! Ебаный рот нахуй! Просто я хуею, блять! О, тихо, тихо. Как так можно было? Я просто без понятия. Какая мразь! Ладно, все. Сейчас просто сделаем лучше. Почти прошел, да. Ну не то чтобы, ну, блядь, просто так нелепо упасть. Это, ну, пиздец. О, блядь. Тачки. Oh, don't look up. Ну да, конечно. Welcome. Бляха, ебать. Скайкей, спасибо за фоллоу. Скайкей 192. Спасибо большое, добро пожаловать на стрим. Большое спасибо. А кто еще смотрит сам, да? Да нет, вот Скайкей есть. Не знаю. А сколько людей на стриме? Я просто цифры не вижу. Если шо. Три, да? А. Ну, скорее всего, да, по умолчанию меня считают как зрителей. Блин. Боба. Так. Блин, слушайте, саундтреки Castlevania, аж захотелось поиграть в Castlevania. А, сука, пожалуйста. Блять. Как же меня это триггерит, ебаный в рот, просто пиздец. М, 16 минут 45 секунд, это же нереально. Ну, как видишь, реально. Люди поставили такой рекорд. Будем идти к такому результату. Правда, сейчас обнова вышла. И теперь я не уверен. Будут ли работать все скипы.
О, блядь. О боже, я сплиты вообще неправильно ставлю. Господи. Ну, чел, пожалуйста. Какие? Сколько тебе лет? Так. Окей. Угу. Сука! Ебаная, просто я хуй его знаю. Чисто чтобы понимать, не материться можно или нет при тебе. Привет, Гриндарк. Здорово. Добро пожаловать на стрим. Ах ты. Подлец и негодяй. Ждем историю. Ну что-то почему-то не цепляет. Господи, как это работает? Иногда цепляется, иногда нет, блин. Собака. Какая мерзкая игра. Просто... Блин, надо бы уже ставить ПБ. Господи. Упарись на таких моментах ублюдских. Аж глаза потускнело, блин. О боже, почему ты смотришь куда-то в сторону? Ладно, не критично. Хотя секунду потеряли. Так. Скайки ищет, видимо, какую-то историю в интернете. Блин. Кто-нибудь из жизни рассказал, в конце концов.
камнем вниз пошел. Ты чё, сука? Почему, блядь? Блин, господи. Какая же конченая здесь физика в этой игре. Как она работает вообще? Почему не схватился, вообще не понимаю. Я вот пытаюсь понять, но, блядь, просто не приходит в голову ничего нормального. Бред говна вообще. Какой же ты оригинальный Скайкей, боже мой. Почему у стримера глаза всегда закрыты? Почему стример похож на скриптонита? О, да это же гений, блядь, это ж Казима. Что еще? Что же еще интересно? Да уж, к сожалению, ты не оригинален. Ой. Что бы такого новенького ему написать? Да. Окей. Скорее это считается как скука у 192. Блин. Шутите смешнее, пожалуйста. А то реально оправдывайте свой никнейм. Скука у. Почему 192? Без понятия. I wonder what awaits us there. The unknown is frightening. Блин, писал вроде историю, истории нет. Потом вдруг начал доебываться до моих глаз. Так и не ответил, сколько ему лет. Что следующее интересно будет? Что дальше? Что там на ютубе? Да не, тут же, господи, вот в этом, на Твиче. Он просто с помощью этих наград пишет. Ждет, пока накопится баллы каналу. И с помощью этого говна пишет какое-то дерьмо. Да ты ебанутый нахуй, боже. И написал, да это же шутка. Ну не смешная. Ну то есть я не в том плане, что она меня как-то задела или это, ну она просто не смешная, блядь. Ну реально скучно. Если уж решил доебаться до моей внешности, то, блядь, ну глаза это, ну мог бы написать хотя бы там стать фури стримером в 31 год, да, это сильно. Мужик так держать, типа, ну, до ушек доебаться. Стать спидранером единственной хайповой игры, которую все сейчас играют. О боже, как оригинально.
Если уж решил доебаться, то давай, ну доебывайся, бля, по полной нахуй. Господи. О боже, как оригинально. Да-да-да. Ой, черт. Бля, сука, мне аж физически больно было, просто нахуй. Блять, почему он не схватился? Просто падла ебаная. О, боже, какая ебаная игра. Просто, сука, охуеваю, бля. Какой охуевоз, если честно, блядь. Да, чувак. И почему ты не пошел в ту сторону? Фури фембой, да. Теперь я, видишь, смеюсь. От того, что я тебе подкинул идею, я смеюсь. Фури фембой. Ебать. Подколол. Блин, аж ебать. Поречень сбой. Да. А ты какой национальность? Тридцатипятилетница. Да, вот это вот было неожиданно, потому что так и есть, я ведь... Мне 31 год, и я азиат, черт побери. Блин, это реально смешно. Ты шаман? Блять, это не национальность. Разве что есть у тебя гендер шаман. То есть ты как шаман... Что делаешь? Как себя удовлетворяешь? Ну, то есть, в плане, кого предпочитаешь? Ну, в плане... Вот, допустим, ты захочешь жениться или замуж выйти. Какой это гендер будет, если ты шаман? И какими обрядами это будет проведено? Ну, то есть, ну как? В ЗАГСе или там... Надо будет козу вырезать нахуй или что-то в этом роде, или что? Шаман певец, который пел типа, что он русский в гробу. Какой шаман пел, что он русский в гробу? Кто-нибудь его понимает? Шаман, который пел, что он русский в гробу. Певец шаман, ты не шаришь? Ты что не шаришь? Да господи, блин. Я не слежу за этим всем. Кто там что спел и так далее. Ну то есть мне реально по боку. Жениться в гробу. Жениться в гробу. Блин, некрофилия осуждается, если что. Чувак, ну зачем ты... Блин. Ты давай как-то к этому стремись. К нормальному. Зачем ебать мертвые тела и жениться на них? Когда ты можешь
Реально? Жениться на какой-нибудь кошка-девочке или на кошка-мальчике? Или на кошка-мужике, в конце концов? В гробу он жениться решил. Блин. Прикинь, ты женишься в гробу. Нет, точнее, выйдешь замуж. А над гробе напишут, типа, посмертно стал геем. Классно вообще. Класс. Зоофилия. Пробовал поиграть в Only Up, очень крутая. Не, полная хуйня, а не игра. Тани баня. Танина просто говна вонючая. Я его проходил до конца и проходил его за 40 минут. Поэтому я знаю, о чем я говорю. Это не игра, выкидыш ебаный. А, так он сам сплитует. Ах ты мразь. Нифига себе, я не заметил. Интересно. Почему так плохо? Я не понимаю. Почему так ебануто, блядь? Почему я так пошибаюсь? Хуй его знает. Какие? Вот реально, тебе сколько лет? Вот просто такой понос и слов. Если тебе, ну, реально нечего писать, лучше не пиши просто, правда. За умного сойдешь. Ну, типа... Сколько лет тебе, правда? Да. Саня, модерку хочешь? Саня. 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 Ну, мне 31, меня зовут Джулстан, я из Республики Саха-Якутия. Господи. Блять, кому ты реально нахуй нужен в интернете? Ну, типа, особенно на моем, блять, ноунейм стриме. Тебе явно где-то 13, 14, 15, 16, около того. Беспокоиться своей анонимности будет такой человек. Ну, около того лет, просто, ну... У которого максимализм вот прям бушует, ебейший. Мариарди тоже такой чисто. Саня!
какой кринж вселенной, блять, Мариарти подросток, сука. To get to the new one, you first have to make a jump and get off the ground. Хотя я не хочу знать этот ответ, правда. Уж лучше, пускай это останется загадкой. Сука. Мариарти подросток. Ужас какой. Ну и... Ну. Да. Вот чисто вот для тебя, Скайкей. Вот я без какого-то там типа иронии говорю. Я вот уверен в том, что ты полюбишь одну игру, которая скоро выйдет. Я без иронии говорю, без всякого подъеба и там прочее. Называется Лайка. Лайка? Как-то там что-то называется. Вообще хорошая игра. Ну, тебе понравится. Просто там визуальная составляющая, вот это вот все. Буквально вчера играл в эту игру. Она тебе супер понравится. Я в этом супер уверен. Просто она про фури. Да, типа так пишется Лайка. Так, ладно. Вот игра чисто для подростков. Я такое дерьмо не выкупаю. Ну, визуально она слишком такая. Отталкивающая для меня. Хуйня вроде. Блять, ну если тебе нравятся Мариарти подростки, серьезно. Эта игра норм для тебя будет, правда. Ну она, то есть, прям не такая, прям, скажем, детская или чрезмерно там фури, там, да? Она нормальная. То есть там и постапок, как постапок. Там прям кишки, блять, убийства. Все как надо. Оформлено. Дотку улучшили Valorant. Ах ты ебаный в рот. Просто уебать бы тебя нахуй, сука, души просто, реально. Не, ну я просто имею в виду, что Лайка, она прям для такой вот категории людей, которые моложе 20 лет, ну, точно. Ну, такие типа инди-проекты, которые вот цены для таких людей не сделаны. Ну, типа, знаешь, как Undertale. Я вот к чему. Блять, еще вспомнил этого Джеффа убийцу, блять, крипипаст. Сейчас, кстати, вообще крипипаст новых нет. Даже такая штука, как крипипаста умерла. Никто уже не делает подобное дерьмо. Слава богу. Разве что вот единственное Backrooms появился и все. Но он годный в принципе. Там, ну, там что-то вот поумнее, чем просто типа, чел просто такой, типа, ну, страшные глаза, там кривой рот, блин, ножик убивает людей, все типа. 3 раза посмотри, точнее 3 раза скажи, назови его имя в зеркало, и оно появится. Или SCP, охуенная тоже тема, веселая. Там хотя бы воображение используют. Эх. Yeah.
Блин, что ты будешь делать? Пам-пам-пам. Тэн-тэн-тэн. Пам-пим-пам-пим. Насрать, 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 насрать. Блять, телефон разрядился, не успел его на зарядку поставить. Да. Ну вообще чаще сюда стал доходить. И это хорошо. Блин, ну как-то... Так себе. О, хорошо. Да, реально сплетают сам уже. Окей. Хотя неправильно немного. И наоборот, правильно. Давай, 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 давай. О, хорошо. Угу. Да блять, как он ёбаный. Я в ахуе. В рот его ебал. Как, сука, ты слетел? Просто не понимаю. О боже, какая хуйня. Какая же хуйня. Просто дерьмо. Почему, блять? Раньше он так не падал, но сейчас, сука, как же он... Как? Как это говно, блять, просто работать теперь. Так
уебок, блядь. Бля, как будто бы, сука, это обновление, которое закинуло разраб, оно, блядь, пиздец как починило игру, да, нахуй? Нет, нахуй, оно сделало ее более кривой, ебаный в рот. Такой урод ебаный, блядь. Это ж надо, блин. Чисто мразь. Ох. Я готов нахуй послать эту игру сегодня, по крайней мере. Ну да, и... Сука, бля. Да. Ладно, последний раз пробежим и все. Урод его ебал. Просто пиздец. Великолепно мы живем.
Да, блядь, почему ты прям туда же прыгнул? Блядь, просто не понимаю, нахуй. Хуель это теперь не работает, блядь. Сука, всегда работал. Теперь же, блядь, не. А почему? А потому что разраб долбоеб, сука, блядь, выкладывает свой фикс говна ебаного, который хуй его знает теперь как работает, блядь. Все нахуй похерилось, непонятно, что работает, что нет, нахуй. Сука, уебище ебаное, блядь. Просто взять и изменить свою игру, блядь, просто на ровном месте, блядь. Сука, ебал, дремал просто. Сука. Бля, заебал, бля, заебал. Как эта ебаная хуйня работает, бля. Почему-то поебень, блять, сука ж, бля. Я ебал, сука. 2 раза нахуй, 2 раза, чтобы вы понимали, блять. Я нажал на ебаную окошко, сука. Блять, ебаный, сука. Автосплиттер ебаный. Два раза. Какая хуйня. Блять, сука, еще раз подтянись. Ну еще раз подтянись, блять. Сука ебаная. Ты заебал, блядь. Пошел нахуй, блядь. Пошел нахуй, блядь. Просто иди нахуй.